об этом и говорим. Мы теряем совесть, мы теряем мужество, мы возлагаем на то, опять я извиняюсь, никак не хочу. Бог накажет, Бог покажет, там посмотришь, я лучше промолчу, я лучше посижу, лучше отсижусь. Кто-то делает плохое, все от Аллаха. Ну как можно любить Аллаха, понимать Его, да, воспринимать Его как справедливого и обвинять Его в том, что несправедливость все от Аллаха, понимаете? Все идет от необразованности. Поверьте, очень больно за этим наблюдать на всем Кавказе, на Северном, на Южном Кавказе. Очень больно. И сейчас дело не в исламе. Какие извращения есть, например, в христианстве или то, что мы читали в Торе, конечно, это ужас по сравнению там, с тем, что мы можем обнаружить в Коране. Сейчас речь не идет именно о мусульманстве или о чем-то. А я вообще против всего. Ребят, еще раз здрасте. Я вот тот день даже говорил, я говорю, с одной кабалы вытащить, другую кабалу закинуть, я говорю, так тоже ненормально. Когда говорят люди Писания, да, но и между ними идет вот это своего рода вражда. Каждый пытается одеяло на себя больше перекинуть. Вот у нас в Грузии, например, да, есть такой регион Тушет, и там живут бацы. Вот ногчи будут знать эти бацы, кто такие. Сбийцы, Вот да, они, да. да. Да, вот я у них бывал, да, у меня соседи даже со мной вместе, вот сколько мы с детства вместе выросли. Я когда смотрю, у них есть традиции, ребята, это вообще ни к христианству, ни к исламу, вообще никакого отношения, даже близко не стоит, понимаете, близко не стоит. И вот я когда с другом разговаривал, он говорит, это еще, говорит, еще за 1000 лет, говорит, ну как бы задолго еще. До всего этого, говорит, эти традиции, говорит, из поколения, ну через уста переходят, как бы, да. И я говорю, а почему, я говорю, например, вот в Чечне не сохранили, я говорю, вот так. Нет, говорит, там, говорит, такое, говорит, было, говорит, но это было до 15 века, говорит, как бы держали, было это, говорит. Но потом, говорит, уже с 15-16 века это все полностью, говорит, убрали, говорит, как бы. Это считается как бы за грех, ширк и все такое подобное, да. И поэтому, а так традиции у них, они тост поднимали короче, у них как считалось, я вот переведу на русский язык, за небо, за землю, за воду и за воздух. Вот такое как бы, что-то вроде вот, это как молитва считается, но, то есть, вот те элементы жизни, которые важнее всего для жизни, для человека нужны. То есть, то, что они видят, то, что они могут почувствовать. А вот много чего, то, что у них я увидел, например, не осталось нигде. Это одни, скажем так, из старых обрядов, что осталось у них. Вот у бацбийцев. Одни из старых. У тушинцев тоже они остались, конечно. Но я имею в виду именно, я говорю на войнахский народ. А они, как-никак, они войнахский все равно народ. Да, многих не считают за войнахами, но я считаю их. И они-то христиане. Но в любом случае они какие-то старые традиции защищают. Как бы уберегли это свое. То есть древнее, что осталось, они уберегли. А вот... Говорит, у нас тоже, говорит, вот так было везде, говорит, но сейчас, говорит, уже только здесь осталось. Там пару деревень только, но больше нету их. Поэтому традиции, да, в любом народе свои коренные традиции, они красивые. И вот, к сожалению, и в исламе, и в христианстве они полностью искореняют, хочешь не хочешь, но все, что не соответствует догмам, да, вот этой религиозной точки, оно считается греховным, понимаешь, и стараются как бы убрать все это. Хотя, что по мне, это красиво. Любой народ красив своими традициями, помимо того, что язык еще. Но традиции это тоже есть какие-то. Я считаю, я не знаю, но, к сожалению, я много раз бывал в Чечне, там этого уже нету, но пока есть в Грузии, там в горах еще осталось у бацев. Если бы кто-то будет в Грузии, вам я желаю попасть туда, поезжайте. Это просто немножко туда летом надо только попасть. Наверное, поймете, что это. А вот в Панкисе же тоже живут чеченцы, но они там большинство мусульман, да? Вот в Панкисе, не большинство, а все мусульмане. Вот в Панкисе, я тебе скажу, они сильно, вот как раз, когда была вторая кампания, да, в Чечне, так называемая вторая война, вот тогда сильно там тоже подверглись вот этой арабизации, а еще больше, когда вот этот ИГИЛ был, очень сильно подверглась тоже, потому что огромное количество молодых ребят оттуда выехало, типа якобы, знаешь, обманывали дома взрослых,
под эгидой там в Турцию на заработки и все такое, и они из Турции уже переходили, то есть они поддались вот этой пропаганде, понимаешь? Они в Молодые 90-х осетин, кстати, убивали, которые жили в Панкисе. Ну, в 90-х сейчас я не могу утверждать. Это в 90-х это уже была такая обоюдная война. Там уже не было такого, чтобы с одной стороны была были, с другой. Но война была обоюдная, если меня спросить. Я сам Ну по да, я национальности, знаю. это так я и есть. Да, Что поэтому. же я желаю нашим уже кавказским народам, чтобы все нашли между собой общий язык, что аварцы между чеченцами, там, Дай лезгины Бог. с азербайджанцами, мы с вами, я сам астин, ингуши мы с астинами, и Я вообще понял. в целом карачаево-балкарцы и адыги, чтобы жили в мире и согласии. Я в прошлом году был во Владике, да, Да. заезжал, я не знаю, благороднейший, приятный, от души народ был, от души встретили, вот прям вот как надо. У меня близкие друзья, очень близкие осетины, они с Грузии, конечно, грузинские осетины, да, я не знаю, от души ребята, я вот сейчас за войнахов не говорю, они наши соседи тоже, да, давно, я имею в виду тоже Панкиси, там несколько деревень. Ну, осетины, честно тебе сказать, да, вот ментально все равно, видишь, осетины тоже много чего общее. Я не грузин по национальности, но я уже не одно поколение там родился, вырос. Но осетины близки по духу тоже чем-то. Вот я всегда сравниваю их с грузинами, с западными грузинами, они как-то вот ментально очень сильно схожи. Очень Да, сильно. у нас и династические браки Поэтому. были, мы всю историю вместе были, и даже против арабского завоевания сражались вместе. Ну ты не забывай, муж царицы Тамар тоже был осетином, да, Давид Сослан, он тоже Я был знаю, осетином и и выдающийся мать человек в истории Астинка была. Грузии. Поэтому. Бурдухан, он же расширил как раз Да, таки поэтому. территории Грузии. Вот Шамхорская битва величайшая была, как раз он ее победил, понимаешь? Да, да. Поэтому говорю, тесная связь. И причем это не как... Да, некоторые привыкли говорить осетины там это, но я не знаю, за 1000 лет, пока в истории есть, осетины фиксируются, они есть. Я за 1000 лет точно знаю назад. А дальше я уже не углубляюсь, но, потому что если тогда был Давид Сослан, получается, он откуда-то происходит, да, поэтому... Рода с Царазон, грузинами кстати, близки. да. Так что я думаю, что на Кавказе до вот этого всего появления родственные связи между всеми народами были, причем тесно родственные связи. Там и с войнахами были, и с Дагестана. Вот с Дагестана, я знаю, история сильно подпортилась во время имама Шамиля. Очень сильно тогда подпортилась в тот период. Вот тогда нехорошая ситуация была. А вот с осетинами, я знаю, что осетины и грузины, так как бы они тем более единоверцы были, да, и это еще больше сближало их. И это еще тоже свою роль сыграло. Так что вот Да, когда добрый я день, во добрый день. во Владикавказ, когда я заезжал, да, с Ларса, у вас там, знаешь, что случайно это не осетинский, вот, это как сказать, я не знаю, это можно говорить, мифические боги, вот как бы, там как аллею проезжаешь на машине, и по бокам вот большие статуи стоят, в доспехах, или скифы это были? Не, это как раз таки с нашей сферой связано, с нардским эпосом связано. Все. Это покровители. Все, понял. Это наши покровители. Да, вот у нас есть покровитель, я допустим, понял. там Барастер, который отвечает за смерть. Есть у нас покровитель воды Дон Беттер. Есть у нас покровитель животных Эвсати, вот покровитель волков и воинов. Это Тутер. И вот этим покровителям мы должны соответствовать этим покровителям, потому что они были из лучших. Как тебя зовут, нардскому можно эпосу. спросить? Брат, я тут не говорю на самом деле, но меня зовут... Все. Я знаешь почему? Не надо, не. Я знаешь почему сказал? Вот точно так, как у вас, в Грузии есть такой регион, Сванети, ты, наверное, слышал, да? Ванет, они очень сильно близки к нам, очень сильно. Вот, у сванов точно так, как у вас, чтобы ты знал бы. Я Да, еще говорю, я это знаю. древние, и они до сих пор. Они, сванов, да, поэтому- У нас с ними язык очень сильно похож на самом-то деле. И сваны даже сами не знают, что означает слово сван. И грузины не могут перевести само слово сван. А с астийского У оно них очень спокойно сильно переводится. сваны схожи. Да, сваны это? что Что означает означает? на астийском? Это означает как охотники. Да, Сванок. красавчик, походу, у них даже богиня, вот знаешь, там охоты есть, вот все такое у них близко похоже с вашим, поэтому... Да, я удивительно знаю, даже. мы с ними тесно связаны. У нас даже одна генетика, G2, A1, P16, P18.
Представь себе, насколько все идентично. Да, это красиво. Да, вы очень близки на самом-то деле. Теперь больше понятно, поэтому. Апи, у вас вот такие знания даже до прихода вот Малика, вы здесь рассказывали много интересного нам. Я думаю, вам нужно по вот этой теме книгу написать, да, или труд какой-либо, вот, чтобы это все как бы не пропало даром. Пишу как раз по этой теме книгу. У меня даже уже есть слова, есть, которые я разбираю. Тут вообще поднимали тему влияния религии, ну, вообще там христианство, ислам на вообще народы в общем. Вот я как казак могу сказать, что вот у нас христианство, оно стало, можно сказать, культурной традицией. То есть мы живем, и это стало нашим культурным кодом, можно сказать, потому что это уже часть нашей культуры. Потому что она как бы и стала, то есть она как-то не уничтожена, а вписалась в нее, что ли. Это все основное, как влияет на разные народы. На твоем языке дин что означает? Ты сказал религия, да? Кто? Это... Не, на осетинском дин. Не, на осетинском слова религии вообще нету, это взаимствованное. На осетинском вообще вера будет вернон жинат. А дин что означает? Дин, это вот, это уже арабское, да. Это уже, вот у нас говорят христиане и мусульмане дин. И вообще говорилось все время худин гаджеты, то есть позорники, которые принимали христианство либо ислам. Рабы тоже христиане есть, они тоже так же Аллах Акбар говорят, так же дин, так же все. Ну, это язык арабский, на арабском языке. Эти же религии вышли вообще с Ближнего Востока все, авраамические религии, поэтому... А как так получилось, вот вокруг кавказские вот народы, они вирды вот этих течений, как это, вирды, понимаете, что такое? Вот у чеченцев есть эти вирды, а вокруг у кавказских как-то почему-то нет. Как это вот обошло стороной это вас или нас, наоборот? Ребята, одни из первых, кто, я вам скажу, кто по принуждению принял ислам, это я хочу сразу заверить, по принуждению, это была Западная Грузия, то есть со стороны Аджарии, та сторона, где Батуми, ту сторону, да, до прихода еще, например, османов, туда еще и арабы тоже заходили в свое время, да, и под силой, потом там и сельджуки были, потом и персы заходили, да, они намного раньше, эта часть Грузии западная принял ислам, чем, например, весь Северный Кавказ. Эта часть Грузии, это где-то 15-20%, чтобы вы знали бы. Ну, аджарцы мы сегодня, вот как называем аджарцы, их, да, но и только спустя много времени они уже попали на Северный Кавказ, потому что вот насколько, когда начинаешь читать, на Северном Кавказе, да, сейчас некоторых, когда начинаешь слушать, вообще некоторые говорят, во время пророка, короче, там уже было, и все. Это бред, конечно, это и так понятно. Спустя много времени только тогда попал. Но до этого, потому что в Грузию было намного легче попасть в тот период, чем на Северный Кавказ. Туда больше возможностей. Географическое положение позволяло. Да, мне кажется, Кавказская Албания была первой, нет? Не, это в сторону Азербайджана немножко. Тогда это чуть-чуть ту сторону Кавказской. И это было, по-моему, еще, честно сказать, даже до ислама была Кавказская Албания уже была. Чтобы не обмануть. Но почему я тебе говорю, например... Конечно, была до ислама. Да, до ислама. Да, 4 век, не, по-моему, последний его период, если не ошибаюсь. Если, по-моему... Примерно, да, те времена, да. Да, он уже перестал существовать. Но, а так, например, туда, в Грузию они когда попали, они частично потом вышли. Потом опять пошли уже набеги. Но там и с моря заходили, там и с суши заходили, все. А когда ты спрашиваешь на Северном Кавказе, они говорят, я не знаю, любой народ спросишь, любой говорит, мы добровольно, короче, приняли. И, хотя некоторые дагестанцы говорят, мы тут вообще... Первых этих, кто пришел, скажем, миссионеров вообще закопали тут в дагестанских горах. То есть не понимали, что это такое. А в Грузии
Потом многие вернулись. Вот сегодня в Иране есть такой регион, Ферейдан называется. Ну, там почти 300 тысяч грузин живут. Ребята, вот даже в Ютубе есть. Это еще тогда тот период, да, во время Персии. Они в рабство взяли. Представляешь себе, тогда детей забрали, женщин. И вот это другое поколение. Но они, самое интересное, что они ни язык, ничего не забыли. И самое интересное, что они возвращаются к христианству. Я многих знаю. Прям в христианство вернулись. И там точно так же и в этом, в Аджаре, много. Но там вот во время этого патриарха Илии II, он тоже посопутствовал немножко этому. Он начал огромное количество этих храмов там строить, христианских. И как бы, да, это тоже, я же поэтому говорю, с одной кабалы в другую, короче. Людей оттуда сюда. А вот сваны, они тоже христиане. Но они живут традициями. То есть о чем это говорит? Вот мой осетинский друг поймет. Они вот эти, ты что, когда говорил, вот они этими, когда они тост поднимают или что, они восхваляют там богини охоты, там у них свои какие-то есть, понимаешь? Да, перед каким-либо делом, допустим, элементарно на речку, когда ходим, мы должны помолиться там, допустим, Дон Беттеру, или человек умирает, то мы должны помолиться Барастеру, потому что он покровитель как сказать, Нижнего Царства. И вот у нас вот так видишь, вот перед каждым делом мы постоянно молимся вот так. Это красивая традиция. Это красиво. Любая религия насаждалась силой оружия, силой убийства. Любая религия. Что христианская, что мусульманская. По-любому, что крестовые походы. А ты знаешь, есть такая религия, что ты только по рождению получаешь, и другой никто не может туда попасть. Вообще никто, если ты не родился от этих родителей. Чтобы оба родителя были той национальности. Ты слышал о такой? Ну, что-то такое слышал, но я считаю, что вообще религия и родословная... Это езиды. У них нет такого понимания, чтобы кто-то пришел бы в эту... У них ты должен родители от обоих родителей... езидов, понимаешь? Даже если один из родителей не езид, да, ты не можешь быть, понимаешь? Ну, как бы в этой религии. Это как бы это сокровенное. И это и стало причиной, почему много раз, вот, например, халифат нападал, это маленький народ, нападал и резал, убивал, порабощал, в рабство брал. Даже вот во время ИГИЛа тоже последний раз напали, да, почти несколько тысяч человек просто убили из-за того, что они были не в исламе. Это маленький народ, который живет там, да, в том регионе, да, Северный Ирак. Только из-за этого... Курдов также было, к большому сожалению, разделили их вообще сильно. Так езиды и курды это один и народ. В том-то и дело, просто езиды остались на своей, как бы, да, скажем, на своих традициях, а это уже немножко отошло. А так это один народ, по сути. Априори, знаете, как априори тот создатель, которого определяют справедливым, да, благородным, априори не может призывать к убийству, к уничтожению, ко всему. Поэтому, наверное, то, что нам предоставлено в плане религии, все это, конечно, очень-очень-очень изменено. Если не полностью, то в большей части. Невозможно понять. Мы читаем Коран, невозможно понять, почему такие призывы. Как может книга Аллаха призывать к этому? Вот просто удивительно. Значит, что-то не так. Значит, нам предоставили не ту информацию. Самое смешное, мой друг, знаешь, что в чем дело? Я вот с тобой согласен, я не могу отрицать, но я вот всегда вот смеюсь. Я говорю, одни называют не мусульман кафирами, христиане называют не христианами еретиками, понимаешь? И как будто между вот этим двумя идет борьба, а страдают другие, особенно малые народы. Ну, понимаете То, что по ли? принуждению, Да. да. Вот понимаете ли, вот само кафир, слово кафир, если как-то его обозначать, его растолковать, если полностью любой мусульманин знает, что значит человека обозначить кафиром. То есть это изгой, это изгнание, это непозволение даже захоронения, это в итоге уничтожение, понимаете? То есть это очень, не знаю, просто до нормального человека это не доходит, очень странно.
Я знаете, что как- еще заметил, кстати? Вот я когда Коран читал, то, что там они, ну, типа, сам Бог вообще клянется там морем, клянусь там горами, клянусь там луной, солнцем, чем-то еще. Вот это меня тоже удивило, хотя им запрещено молиться. Типа, молиться, говорю, хотя им запрещено клясться, только Аллахом и могут клясться. А там написано, я, допустим, клянусь там луной, чем-то еще. Немножечко хочешь подискутировать с обозначающими себя верующими, то есть, извините за это выражение, если что-то они не могут уже логично объяснить, то они прибегают к каким-то отмазкам, каким-то моментам, вот. То есть это очень непонятно, очень непонятно. У нас, например, Вейзар Хорс. Вот лично у нас, например, запрещено вообще кем-либо клясться. Вот ты сказал свое слово, все, верят, не верят, это уже, типа, ну, тебя должны понимать с одного слова. Так, смотрите, нормальный человек, я лично человек, который начинает при мне клясться, я уже к нему несерьезно отношусь и вообще просто, может быть, останавливаю вообще общение. Ну, это наша, это кавказская традиция, это принято. Я поэтому говорю, что не было ислама, что не было у нас чести, не было ислама, не было у нас достоинства, не было ислама, мы не знали, что такое хорошо, что такое плохо, а нам пытаются это внушить. У нас отнимают язык, у нас отнимают традиции, у нас отнимают одежду, отнимают. Сейчас кого не тронешь, он кавказец, у него половина лексикона какие-то арабские слова непонятные. То есть одежда смотришь, слушай, никогда в этот мешок не облачались. Красивая одежда кавказских народов. У всех свои, мужская, женская. Почему облачаться в чужое? Почему уходить куда-то в средневековье? Не поверите, я очень недавно, недели 3, наверное, я просто поразился человеку. Ну, понятно, что необразованный все, но не до такой степени. Он вдруг начал принимать омовение, мы были за городом, песком, потому что это пророк вот так вот делал. Ну, это 21 век, вокруг есть и для омовения места, слава богу, и для намаза, и вокруг есть вот это, ладно, это 21 век. То есть настолько промыли мозги. Уже популизм, друг мой. Это популизм, понимаешь? Это идиотизм уже, это не популизм. Да, это, я вам скажу такую вещь, это беда, и это очень опасная беда. Это очень опасная беда. Я вот просто... Камни были у него камни? Ну, это бизнес, понимаете? И, то есть сегодня никто не откажется от того, чтобы получать ежегодные доходы там, в Мекке от хаджа. Да? Никто. Эти 30 миллиардов, никто от них не откажется. За них будут бороться. Понимаете? Будут это насаждать, потому что это огромный бизнес. Те же 12 миллиардов мешет, это в Иране, куда паломники ходят, тоже будут отстаивать. Это огромные деньги. Это огромные. как игры даже больше, я думаю, чем Олимпийские игры, да? Да, конечно, намного больше. Намного больше. Просто надо молодым объяснять, говорить, чтобы они не теряли свои традиции, чтобы они не теряли свой язык, чтобы они не теряли свою идентичность. Очень больно смотреть на все это, но я говорю, вот из пророка Мухаммеда получился бы хороший маркетолог. Вот на весь мир, представьте, вот никто этого не смог Получился бы, он получился. Получился. Так да, и да, есть. Получился, да. Представляете? Полмира, да? Один необразованный человек полмира подчинил своим как бы догмам, да, каким-то. Хармат, а можно один вопрос поинтересоваться у тебя?
Ну, если знаю. Да, Вот у меня такой вопрос просто вот насчет ислама. Там вот, ну, насчет снега я пытался что-либо вычитать. Насчет снега я ничего абсолютно не нашел. есть в Сунане Ан-Насаи сборник хадисов есть такой. Ну, я не знаю, точно не помню, как он. У него, по-моему, вообще нету датировки, он вообще даже не проходил. Даже рукописи его не проходили датировки. Там кто-то из 12-13 века говорит о нем, что типа есть такой сборник, где-то что-то типа упоминает. Но нам предлагается он как, ну, в те же времена, да, типа древний источник. Хадисы пророка устно передавались, прочее, бла-бла-бла, короче. Ну, скорее всего, через 1000 лет после смерти Мухаммеда написан сборник Сунана Насаи. В нем есть снег, упоминается, да. Один раз. Да, просто я тоже так обрывки находил всякие, то, что там типа якобы это что-то холодное, из-за которого типа замерзают цветы и не более того. А дальше, сколько пытался найти, ни разу не нашел. Тоже интересный момент. И плюс еще у меня такой же вопрос. Такого Есть я такие- не знаю, там что-то типа снег, там как снег, что-то там тает, что-то было. Не помню. И вот еще такой вопрос, то, что есть же такие места вот на планете, которые до сих пор неизвестны. Например, там вот за Антарктидой ничего не известно. Но я к чему говорю? К тому, что есть такие места на планете, где солнце не падает. То как держать там этот Рамадан месяц? Ты должен послушать жрецов. Не, ну там же не получается, надо же соблюдать аят, отличить черную нитку от белой Но нитки. ты можешь... И допустим, допустим, полярный день, да, и они говорят там, вот, хорошо, ладно, вот, по интернету посмотрел он дату, там кто-то назначил какой-то календарь. И вот он по календарю, допустим, 23:05 ночью, вечером делает последний намаз, он становится, а на улице светло. Но это не сходится с аятом, где говорится про черную и белую нитку. Тогда он, получается, против аята идет. Так же это или как это? Да, конечно, там. Просто в этот момент ты Аллаха отводишь в сторону, обожествляешь арабских полупокеров одноглазых, шейхов, и выполняешь их приказ. Как они тебе скажут, сделаешь. Пост будешь держать. Тут как бы Аллах не справился. У Аллаха нету ответа. Да, это невыполнимое задание вообще, это неосуществимое, это нереально, вообще никак. Ну, они с этим живут, продолжают жить. Ну да, не отличается, ну да, не совпадает, ну да, нарушаем, но все равно мы будем продолжать. Вот как-то у них в мозгах это как-то вот укладывается. Вот это. Логика, не логика, противоречие на противоречие. Они все рядом лежат. И все нормально у них, короче, работают эти нейросети, все у них вот это вот, нейроны. Я вот тоже думал, как мог, вот если действительно было откровение, как мог Всевышний доказать, да? Я думаю, что он мог сказать, существует какая-нибудь дальняя планета, где есть количество спутников вот такое-то, такое-то, да, точно. Когда-то вы это узнаете, например. Потому что во всех иных случаях я, например, могу там что-то... Ну, например, какой-нибудь там путник ходил и все-таки видел снег, там, например, да, и вот они записали, что Всевышний говорит, что где-то есть края, где снег. Ну, можно ложное дать все равно свидетельство. А вот с планетами, если научно-технический прогресс этого не достиг еще, цивилизационный, да, так скажем, то можно как-то вот обозначить все равно свое присутствие Всевышнему, что я вот создал планету там какую-то там,
седьмую, да, и у нее вот такое-то количество спутников, например. Вот. Это и будет доказательством откровения в будущем. Но видишь, когда заговорили о возможности инопланетян, НЛО как бы уже более реалистично показалось, скоро публикуют. Они резко выставили несколько этих служителей, там, паранджи свои, и они начали говорить, Аллах знал про инопланетян, Господь миров туда-сюда, короче, и все, это там было указано. Они резко вытащили, короче, там аят, хадис, короче, и все нормально. Да, большая проблема Корана в том, что он претендует на научное какое-то действие. То есть он все его обозначают как какую-то научную книгу. А это так не может быть. Ну, если обращаться к Корану, то мы явно видим, что посланник был послан, Мухаммед был послан арабам. Именно. Вас не смущает тот факт, что в Коране упоминается только одна звезда, а этих звезд у нас намного больше. Вот. И это не в одном аяте об этом говорится. А получается так, что арабы пытаются, или кто-то, манипулируя этим, пытается монополизировать просто вот этот вопрос. Там еще интересный казус вышел. Вот эти вот иудейские священники, как их там называют, раввины, там вот эти, они там в каком-то 3 веке там что-то там собрались там где-то у себя там в мечети, как у них там, в синагоге, где-то там что-то или на улице, где-то что-то комментировали Тору, ну и там типа дискуссии или такое, знаешь, такое, разговаривали, говорили просто о Торе и комментировали, вот так кажется, вот так, что-то там это услышали, то есть это было записано, эти комментарии, эти записаны, эти документы есть, эти сохранились. И вот эти комментарии, это не то, что там их Бог иудейский сказал, или там это не в Торе, не записано, а просто люди разговаривали о религии. И вот эти комментарии попали от имени Аллаха в Коран. Все субъективно, все субъективно, конечно, все субъективно. Вы совершенно правы, все это собрано субъективно. Опять говорю, никто не может отрицать, что есть истинное, но во всяком случае нам это не дано. То есть все, что мы видим, это все как бы ложь и служит только лишь тому, чтобы там управлять массами, где-то, как сказать, разделять, властвовать, да. Поэтому я говорю, очень, очень страшная тенденция идет. Особенно, когда вот сейчас и здесь товарищ сказал, да, если есть вопрос, это нужно обратиться там к ученым, кому-то там, праведнику, кто-то там расскажет. Почему он должен мне рассказывать? То есть Аллах создал нас всех, и Он послал нам книгу, свод законов, да, будем так говорить. И грош цена тому закону, который ты не понимаешь, и кто-то тебе должен что-то объяснять. Невозможно априори исполнять закон, если ты его не понимаешь. Беда вот в этом. И каждый по-своему что-то трактует, каждый по-своему что-то говорит. Ну, но тут можно и поспорить с вами, или как вступить в дискуссию, ведь существуют также ведь в жизни юристы, которые разъясняют светские законы, объясняют, как они работают. Согласен, но извините, пожалуйста, давайте так,
сегодня человек и с высшим образованием, и не с высшим образованием, он однозначно может прочитать этот уголовный кодекс и понять, что, например, там за убийство ему грозит пожизненное. То есть, и там, я не знаю, за воровство там от 5 до 8 лет. Понимаете? Да, есть уголовно-процессуальный кодекс, это для работы адвокатов, там для того, ясно. Но мы должны ясно представлять. То есть, вот давайте так, как вы думаете, вот Аллах создал нас, давайте со стороны религии говорить, Аллах создал всех людей, только Он создал, и обо всех Он все знает. Может ли Он послать закон, который вы можете понимать, а я не могу? Мне не дано, и мне кто-то об этом должен объяснять. Ну, это вообще ни в какие рамки не укладывается. Он создает нас. Он создал и сапожника, и математика, и каменщика. Он нас такими создал. И он закон послал всем. Он же не определил, что я... И Чикатилу. Да, и Чикатилу, да. Понимаете? Я просто не хочу сейчас углубляться. Опять говорю, вера очень хорошая вещь. Дело не в религии. Человек может верить и должен верить во что-то. Должен верить, там, я не знаю, в доброту, справедливость, может быть, возмездие. У каждого своя вера. В дерево, я не знаю, в солнце. Пусть верит, и без веры человек жить не может. Но когда мы приходим к религии, да, Чикатило, как это? То есть, что это, брак Господа? Или что это? Вот я не могу понять. Там какое-то создание. Он жертва получается. Он жертва. Ну, наверное. Испытание, хорошо, испытание, значит так, испытание дается, сейчас с любым религиозным поговори, он скажет, испытание дается и Чикатило, и тому человеку, которого он там растерзал. То есть Аллах испытывает растерзанного вот этим Чикатилой, да, обоих испытывает. Ну что за, вот не укладывается просто. То есть не может быть. То есть такого благородного, всемогущего не может быть. Понимаете? Это что-то не то, здесь что-то не укладывается, что-то неправильно. То есть я все-таки сторонник того, чтобы не обидеть никого и просто придерживаясь позиции, что нам втюхнули не то, что есть на самом деле. И вот весь мир вот этим вот и маразмом живет. Может быть, оно и есть, может быть, и оригиналы все это совершенно другие. Но говорить на эту тему можно бесконечно, бесконечно. Перечитывая каждый раз, останавливаясь и не понимая, почему Аллах позволил, я не знаю, брать замуж жену своего пасынка, которым ты сыном называешь. Понимаете? Позволил конкретно всем мусульманам, что можно. Нет, там есть аят, где Аллах обращается к Мухаммаду, вот эту формулировку, точно не помню, но Да. суть такая, что Мухаммад, тебе разрешено все. Вот все тебе разрешено, чтобы ты дискомфорта не чувствовал никакого. Хочешь там женщин, там чего хочешь, все тебе можно. Нет, ну так там не знаю, где это сказано. Я вот этого не читал, где сказано, да. Я читал то, что я читал, да. То есть то, что это дозволено. Все. Вот, Мухаммед, тебе дозволяется, и мусульманам дозволяется взять в жены свою невесту, то бишь жену пасынка. Понимаете? Когда говоришь с человеком из религии, он начинает, пытается завуалировать это каким-то благородством, что пророк хотел ее, это та женщина, та девушка, которую он воспринимал как невесту, как дочь, да, хотел ее оградить от всех бед. А что мешало пророку морально просто ее не взять в жены, оберегать таким способом, не в постель втянуть, а объявить, что она является отныне его дочерью, и оберегать вот так вот, морально, понимаете? Ну, не укладывается.
Или тот же вопрос мехрем, не мехрем, да? То есть вы в курсе, да, наверное, Zero этого? Что это? Ну, Айша вскормила гостя, позволено было грудью. Вы не читали Коран? Это молочный брат. вы имеете Ну в виду? да. Посторонний мужчина, входящий в дом, если его жена вскормит его собственной грудью, то есть это уже будет как вот нормально. Ну ладно, не будем сейчас, может быть, кого-то это может как-то обидеть. Не хочу углубляться. Спасибо вам. Извините, что вторгся. Я А всем можно желаю... всем один вопрос задать? Ну, да. Вот они же говорят, то, что пророки были ниспосланы всем народам абсолютно. А есть у кого-нибудь вообще упоминание в каком, ну не знаю, либо вот, допустим, у нас есть нардскепос, но у нас нету про пророков. А есть ли у кого-нибудь, ну, в народе вообще там сказания, предания какие-либо про пророков и про ислам вообще в целом? А вопрос тут не идет в исламе. Ислам относится к пророку Мухаммеду и к арабской общине. То есть кому-то ниспослали христианство, да, этой общине, другой общине, там, я не знаю, иудейство, другой общине териндийство, там, как оно называется, другой общине что-то еще, понимаете? То есть в том же Коране просто, наверное, арабы оказались немного прозорливее, да? Как бы это все решили монополизировать. Вот, слушайте, немного неправильно сформулировал, но по сути примерно. Вот, 33 сура, так, 50 аят. «О пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница, и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих тетек со стороны отца, дочерей твоих дядей, дочерей твоего дяди со стороны матери, дочерей твоих тетек со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и невольниц, которыми овладели их десницы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Аллах прощающий и милосердный. Ну, есть беда в том, что есть много переводов, да, комментариев, да, будем говорить. Перевод это немножко неправильно. Есть много комментариев. Понятно, что где-то могут как-то что-то завуалировать, вот, где-то обозначать, что жены пророка считайте их матерью, да, где-то сама догма создания человечества, да, от одного человека и от одной женщины. То есть, да, там, ну, все это я не хочу сейчас в эти дебри. Получается, мы по религии, мы все братья и сестры. Вот, если все идет от одной пары. Понимаете?
Но хотя это не так. Хотя это не так. В Коране ясно написано, что Адам был избран, выбран. Если есть выбор, значит было из кого и из чего. То есть это не первый человек. Понимаете? Вот вопрос в чем. Кай, Авель, хорошо, один убил другого, остался один сын. Как они размножались? Что это было? Генетически в третьего поколения уже не могло быть. Но оставим это все в покое, генетику, все это просто, опять говорю, в Коране однозначно написано, что он был выбран, избран. Значит, было из кого выбирать. Вот мы здесь говорим, так. Мне вот интересно, надеюсь, формат слушает. Есть ли хоть одна страна в мире, которая вот когда-то приняла ислам, скажем так, но потом сделала откат, то есть запретила его? Не интересовались ли вы этим? Я не интересовался. В свою очередь скажу, да, и очень интересный вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здесь группа кто находится? Мусульмане, христиане, иудеи, безбожники? Приветствую разные национальности, разные мировоззрения и взглядов. Допустим, кто какое вероисповедание, допустим? Веру предков. Это по порядку рассчитаться или что? Вот сейчас вот насчет религии ислам затрагивают, любите, мода, короче, ислам трогать. Исламе разбираться хотят. А в своей религии разбираются те, которые ислам обсуждают. Да, Допустим, конечно. вот последователи, да, вот христианство, да, они в христианстве разбираются, или иудеи в иудизме разбираются, Я в своей вере разбираюсь. придерживаются. А? Да, я придерживаюсь и соблюдаю ее полностью. Ты христианин или иудей, кто ты? Нет, я держу веру предков. Каких предков? Своих предков. Ну, кому пока предков? Вот, Мы веру, Богу молимся. каким предкам? Объясни толком, нормально объясни. Я каким? Своим предкам. У него нету названия Богу религии. Хуцау молимся, Хуцау. Ну да, Хушау. Вот смотрите, люди, вот чтобы вы знали, чтобы вы запомнили раз и навсегда, вот чтобы человечество послан, да, Адам и Ева от наших родителей. У них было 72 парных детей. И Да, один это где парный. сказано? Это где сказано? Можно узнать? Писании. Каком? Я вам объясняю. Если вы слушаете, Не надо. В каком? Еще раз. В каком писании сказано, что у него было? Я насчет своей... Да, я жду. Слушайте В дальше. каком? Вот слушайте дальше. Слушай, в каком писании дальше, сказано дальше, 72 детей парам? Это в исламе сказано. Где? Дальше слушайте. У Где них сказано рождались дети. 72 пары детей? Где сказано? Вы Не просто, перебивайте, пожалуйста, слушайте. мусульманин. Вы Я не не носи- слушал, сидел. Не неси То, что чанду, вы говорили, пожалуйста, я муслим. слушал, сидел, не перебивайте. Муслим, мы вас не будем перебивать. Чанду не честное неси, слово. пожалуйста. Извините, вот перебивать не будем, он правильно говорит, просто будем уважать любое мнение. Просто, пожалуйста, Ты тоже чанду не неси, пожалуйста, правильно говорит. Нету никаких 72 пар детей. я не об этом. Нет, вот выслушайте, просто терпеливее, одну фразу просто скажу. Мы терпеливые, Пожалуйста. просто спросили, где это сказано, и все. Вот я к этому, мусульманин, вы же мусульманином обозначаетесь. Когда говорите, пожалуйста, скажите аят и суру, все, больше мы от вас ничего не хотим. Да, или бабушка сказала на базаре, и дальше можешь продолжить. Бабушка, дедушка, религию ислам оставьте, разговаривайте про свою религию тогда.
Мы не можем оставить ислам, затрагиваете. Я вам религию, по ислам, исламу муслим. объясняю. Да, Вы тогда смотри, на муслим, знаешь, ислам рот закройте. муслим, Христианство обсуждайте. муслим, Предков обсуждайте. Муслим. Да, что? муслим, ты не можешь нам говорить, что нам обсуждать, что нам не обсуждать. И Мы не будем вам обсуждать все, что вы мы здесь сами. сидите, Еще как раз, бабки, алло, сплетницы, алло, вы свое алло, не знаете. Муслим, мы будем обсуждать любую вещь, что посчитаем нужным, а тем более ислам. Знаешь, почему именно ислам? Тем более мы будем обсуждать. Потому что ислам претендует на объективную истинность. Понимаешь? И говорит, что будет во всей земле, на всей планете. Что это истина для всех людей и так далее. И не просто вера. Поэтому мы имеем полное право обсуждать ислам. Аллах принес, ни один христианин не придерживается. Вы взрослый человек, вы можете блядь, нормально Христу разговаривать. поклоняетесь. Вы взрослый Христу человек, вы можете нормально донести свою мысль. Поклоняетесь то, что Иса не делал. Делайте то, что Иса не делал, понимаете? Вы свинину кушаете. Вы вино, водку жрете, понимаете? Ладуа, маршуа, ларта, вистралцаон. Ой, сидят как бабки здесь, перебивают, сказать не дают. А что там там? Чубаята, соборди, это нормально, вистралцаон, маршуа. Да, маршал Хейла. Вот нормально Так, разговор. все, так, пырот, хамел делай. Я же хочу объяснить. Ехал качнеца потихоньку. Бух балбеш. Что? Хайдешен бух балбеш. Дайте, что дикий дух. Я бух цаба. Ажа ладуа, бух цабалбеш, хамел цедоит куза. Бух балбеш, хамел ди. Номер суры, номер аята, хадиса. Бух цабалбеш, хамел цедоит. Дойте тогда. Это раньше вы могли, сейчас не можете. Нох чего? Сань хадисы, что там в книгу хадис перевод. Ах, ай номер, ажа хаула просто так камел цедоит, ладуа просто да ищастха. Нельзя нам сейчас без доказательств разговаривать. Закончились эти времена, когда просто мы говорили без доказательств. Хватит. Хорошо. Зеро, он, наверное, просто не понял, в какую группу он зашел. Если просто хочет рассказывать, он может любую другую группу подняться, там рассказывать. Просто тут группа сделана именно для того, чтобы, муслим, ты понимал, именно для того, чтобы люди приводили именно своим, то есть говорили о том, что у них есть доказательства, приводили эти доказательства, потом обсуждали это. Кто критикует, критиковали, кто принимает, принимали, в принципе, для этого. Вы хотите знания, познания, да? Вы хотите узнать. Да. Вот специально есть хафизы. Хафиз – это ученые, алимы, которые Коран знают наизусть, которые знают хадисы, сунну, все наизусть. Они тебе смысл, все, перевод обозначен, на любой вопрос ответ дают они. Они приводят пример, все, заходите туда, общайтесь с ними, там все есть вопрос. Вы здесь сидите, призываете к неверию, призываете... К кому? Муслим, подожди, вопрос возник сразу. Вопрос возник. Секунду, да, я понял, вопрос возник. Вот. Ты предлагаешь нам, как я понял, ты предлагаешь нам пойти к неким мистическим хафизам, у которых есть все ответы на все наши вопросы, которые мы зададим. Теперь возникает вопрос. Мы, как уже бывшие среди этих хафизов, понимающие, что такое ислам, полностью знающие ислам, мы знаем, что в исламе, в отличие от тебя, наверняка ты это хотя и знаешь, но чуть-чуть подзабыл и не учел. Или не понял, с кем ты разговариваешь до конца еще. В исламе мы знаем, что в исламе есть там десятки течений, которые друг друга не просто там не признают или отрицают, или у них просто разные мнения. Нет, они друг друга режут и убивают. И у каждого течения в исламе есть свои алимы, которые полностью не просто критикуют или обвиняют во лжи других алимов, других сект.
а наоборот оскорбляют их, называют их голубыми, там, мужепоклонниками, то есть до такой степени они друг друга не любят. Теперь вопрос. Каких алимов, какой акиды нам слушать? Вахабистских, салафистских, кунтахаджитских, шиитских, каких алимов? Здесь вопрос понять. عفوا لا تأسف. Микрофон где? Алло. Хазайн, я сейчас отвечу тебе на вопрос. Ханце хую? Формат. Формату. Короче, ханце цола. Санце муслим, вохон суалмат. Формат, это алапасы. Эр на урир, он сюда, газу, эти шорты, нах, дабы Аллахун. Асинз, ответить Дон. Ответить Дон. Есть одно направление, это то, что пророк Мухаммад приносит сунну пророка. Другое, ничего с ним нету. А другое специально, это изначально, при пророке даже были лицемеры. Он даже не обнародовал. Слушайте меня хорошенько. То есть, муслим, если я тебя правильно понял, мне не надо слушать, то есть ты сам себе в ногу стрельнул и отказался от своих предыдущих слов, призыва нам послушать каких-то алимов. То есть, еще раз, смотри. Секунду. Ты меня перебиваешь. Сунна пророка, все, другое нет. Вай поехал, вот это 5 Сунна пророка. На другой. Телефон тяжелый. Да, там очень сложно. Вся беда, знаете, в чем? Вся беда только в том, что вот, будучи, скажем, кто-то неверующим, извините, Муслим, смотри. Я понял, зовешь кидадиц, как-то слабо утверждение. Коротко скажу. Изначально жукты, евреи, масоны не приняли пророка. Запомните, разница. Хоинс проповедь читать, да вы чувствуете, изначально идет. Zero сатвен, она горчук, да вы что? После Аладула, смотри. Первое твое утверждение было нам послушать, идти, пойти каким-то... Пойти, следуется твоя хордоница, сяла гнезду, да, сожгла. Ты призвал нас освободиться от секунды, социально нормально действуешь, здорово. Аж лахун саду, аж идады камил. Это молодой сын, чего я вок могу. Ай, блядь, молодой, вот дай хейтина, он салела чудой. Да, диктор, соборди, токет, ахубо, он жоп, лурду, авторитетно, жоп, официально, бух, ждите и ждать, собусул сагу. Я раб Аллах, камил, да, он, духва, камил, да, что соборди, соборди, Шушен Жозах, вы понимаете? Я вам большое, Зеро. Я вам большое, давай, смотри, ты нас призвал послушать каких-то хафизов, у которых есть все ответы на все вопросы. Потом я тебе задаю вопрос, а кого нам слушать? Какое течение алимов? Какой шиитских алимов, салафитских, вахабитских? Ты сразу отказался от своих слов и говоришь, нет, не слушайте никаких алимов, есть сунна хадисы. То есть, если я правильно понял, теперь ты уже говоришь нам прочитать самим хадисы и самим толковать
понимать самим эти хадисы, аяты, самим толковать и самим понимать, и не слушать никого. Я правильно тебя понял теперь? Деца, я моя атлацин. Микрофон, алатияй. Ты неправильно понял. Уже дуих киндердичу. Алим я имею в виду по сунне пророка, которые правильные вещи говорят. А кто они? Кто они? Сунниты, шииты, салафиты, суфи. Шииты, салафиты, ошьяц. Идолы шьяц. Суфиш, да? Суфисты шьяц. Это все бардачные. А мюльшиш-то, я мюльшиш, они цеяка. Мюлогуй, пример уальве. Сунна пророка только. Цаэлам так цеяка, а уче, пример уальве, ца. Ой, чёрт. Из-за муадзи, муслим, Сала Лубянский. Межи Сала муадз, цунга дуам садез. Хайла, цунга ладуа, разум Аллах ел разум йохам дой, хуер нищи дуй дацей. Понимаешь ты? Разум сенна Адаман ел дал отдохнуть, дуй животный, дуй, у него разума нету. Ашлияло шиндуй динацид аталк его дин дати туш халу дел мосту тихарахи туш дабилой шу жожахт обеспечит шайшендуй шашин погибель ищите. Давай кенти шу дал иман чубездель Аллах нишна атбахул швизнел. Давай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Давали сам хатти танца, еще долж, я цасуек марияет. Три шока. Бюрс дети, ценюха, бюрс дети, забаштает дети. Ну, можно поговорить спокойно с человеком. Другие же слушали. Или нет? Он снова зашел. Это уже халу хасадят, хумна что уж. Мара Юрьевич, Айша дуй. Ваша. Пример привод. Ваша, Айша ты еще. Свободы объяснять дашь, дуй. Прямо доводом объяснять дашь, я видео Давайте скину. я с вами Шей WhatsApp суну. Я вам скину. Ваша, ты что, гамагина видео. Халу дуй, жук ты шилело, шумна жду, поехали. Закирнак, жук ты у ваша. Ваша, закирнак, жук ты у. Шумна жду. Жук ты шиду. Ваша, закирнак, жук ты у. Атамаш деку жду, понимаете? Ваша, закирнак, жук ты у. Закирнак, сон, его уже шват от выступления, дуй, жук ты ват, сон его индусу. Туабах цун ища хиламаит и пал, короче, цун ищи ича дари, цул ича алдиненчу я алим мават, он Коран не знает, он алим мават. Алим мават, вати закирна. Ват, он Коран наизусть не знает, он не хафиз. Халид Фулейч, вы вообще алим мой Халид Фулейч. Имам Шафи, свободи. Имам Шафи, вы алим вообще. Имам Шафи, вы зел. Имам Шафи. Масхаб, вы Масхаб, да? Все 4 масхаба по сунне пророка идут. Да, Шафи, вы илм-то, кобал воя. Вот все 4 масхаба по сунне пророка идут. Шафи, имам Шафи, кобал воя, цунвез воя. Все 4 идут по сунне пророка Мабаху. Вы цундер басвек, имам Шафи, он рез воя, илм-то воя. Айша 9 лет, это выдумки, придумки. Вот цуабах, адугвак, цуабах, шетабтар, шва, ища до цунтир хадо, шнук цунфик, масхаб, ища до, шва, марияло, магваш. Хажа, халу арбаш, нюк хил хумана, что, халу когда она... Арбаш, нюк хил до, шадо, бусаддин, маду цуюка. Ваша, арбаш, нюка хил, маду шадо, бусаддин. Сабурди арбой, ты не делать, это дин, а национальный это национальный. Арба шука, дел мадуй ваша суннат, мадуй поэмали суннат, мадуй. Арба шука шхил, ледер хумана шхилла, шен бьерш закап вот дашь ла арба. Поэмар ва ледерум лиалина ваша ища дол, шуа мариялин. Сакиятсо. Ища, баш долош, ялша долош дуй. Hallo христианский. Поэмар, ища дол, берда. Ища дол, сакиятсо. Ища дол, я наха поэма шоустле quite шодол, ледерум динацо дини. Поэмара, ворайт барет шодол, ялен ю Айша.
Бух-бац, а где что помели? Бух-бац, WhatsApp, вещь, а я ичал видео, сунгина адуквак. Сунгина и видео. Сунгина и видео. Цуниш асма цула ичал дюненчу ялер. Мичаду и дюненчу ялер. Агайтиш, цанамеття даци. Шейн Хаквелан придумали себе, что сестра Айши родилась 10 лет раньше нее и в какой-то год. Где, откуда, какой хадис, где, в какой сунне говорится, что когда родилась Асма? Вообще, кто такая? Кому интересна Асма? Чтобы ее год, есть хадис какой-то? Нету. Изначально против всех пророков евреи постоянно не принимали, выступали. Да ладно, евреи, отбита на вас, евреи, вообще ты глупая царь евреи. Ладуага, евреи изучают ислам, изучают Коран, изучают хадисы, сунны изучают до евреи. Институт есть целый институт есть. Специально ходишь, что сами кегинах будут заблуждение, вводить баш. Джук ты шлело, шумно ждал. Понимаешь? Чай, не направляйте себя. Жуткий бич. Жуткий, он гений. Жуткий гений, жуткий. Hayır, şuna dönebildi. Hanısa gidiyoruz, ha? Не, он гений, он лук, خليه жуткий. Жуткий. Цар берш дуори цар. Ой, خير هم مش متساعد حليله شو مش بدو. صبردي on yuha ayn жуткий цар берш дуори. واحد بات نقشو بالوشدو جوكتش هم مش ليرو دات وغاني знает ان هو ده نقشش. Hallo, hoe он гений, царь, душ, гений, пример, что хи, да, вона, хагу шмар. Ага, он гений, цагин, мечаю, пример, он гений, цагин, дой. Жуктиш халило шум. Цагин, какой ты пример продаешь молодежи? Вы делаете вред молодежи, вы подаете плохой пример. Вы подаете плохой пример. Бух-боч, хамилоштеш, хайнцагинагдыч. Вы плохой пример молодежи продаете. Говорите о том, что не видели, о том, что не знаете. Зачем вы это делаете? Хайнцагинагдыч, Шейн цахурдич, бухшуах чубовли. Халуха, жуткий береждени, она, он генишь, душ. Можно, пожалуйста, он гений, царь, душ, меча, хабуш, худыш. Ахун геней, пехмар, или алена, вожлена, ахун геней. Ходишь, дух 30, ажар, 30, ходишь, ходишь, дух, джуктиш, или алена, вожлена, телевизор, видео, номер, عيالي ابن رود судят их bude. Где? Можно, Зеро, извините, а можно немножко, вот хотя бы иногда на русском, пожалуйста, если можно. Если нет, то... Друзья, не можно, когда можно на чеченском, получается, мы говорим на русском. А если личные какие-то, да, не вопрос, а просто если по общей теме, да, просто интересно. Мне хотелось задать вопрос, как мусульманин здоровается, муслим. Вот как вы здороваетесь с человеком? Вот приходите как мусульманин, говорите салам алейкум, да? Просто человек про евреев говорил, да? Шалом алейхум, которые за 1000 лет до него так и здоровались. Не знаю, в общем, странно. Это ошибаешься, вы переняли от них. Все друг от друга перенимают, поэтому как-то, не знаю, вот вводить какую-то смуту. Знаете, в чем заключается? Мы, как бы, люди, обычные люди, которых своя вера, все, мы никогда не насаждаем. Я лично с очень уважением отношусь к любой религии. Я никогда не говорю, что «а почему ты веришь? А почему ты? Так ты будешь так, так ты будешь так». А что странно, что... А вот они... очень агрессивно к нам относятся.
Они в ранг вражды нас вводят, что если ты не веришь, если ты не с нами, то ты враг и подлежишь уничтожению. Вот беда в чем. Мы относимся терпимо, нормально и даже с уважением. Верит вот этот муслим очень хорошо, без веры жить нельзя. Пусть верит, замечательно, но пусть не насаждает и не вводит в ранг вражды остальных людей. Самые первые смутьяны, а вот нас обвиняют здесь в чем-то непонятном. Я, знаете, что еще слышал? Я не знаю, я вычитал это, кстати, из арабской книги, ну, с переводчиком Яндекс. И я вычитал то, что на самом-то деле вот это имя Аллах, это имя языческого бога Луны у арабов, насколько я знаю. А его настоящее имя Илях. Да, есть доля истины. Не знаю, просто это настолько все сложно, настолько все усложнили, специально запутали. Я именно подчеркиваю свое видение, что специально запутали, чтобы каждый что-то придумывал, интерпретировал, потом объяснял, что знаешь, а вот этот хадис, он не достоверный, а вот это достоверный. Все субъективно, которое передавалось от одного к другому, через 100 поколений. Если каждый добавит одно слово, непонятно. Я понял, что у нас на Кавказе они берут те хадисы и те аяты и суры из Корана, вообще в целом их хадисов, которые им выгодны. То есть они подстраиваются под наши обычаи и выдают их за истину. Вот в чем момент. Это целая система, вы правы. Это целая система, над этим работают. То есть это внедряется, понимаете? Это сравнимо, я не знаю, с пропагандой того же коммунизма, да? Того же фашизма. Чем отличается вот этот муслим, который был, от фашиста? Понимаете? Когда он говорит, что уничтожать там надо, все, надо уничтожать, и вот мы все соберемся, и мы будем уничтожать. Не знаю. Национализм в плане религии, я вообще в шоке. Нет, вот именно нет национализма, есть нацизм. Нет, это нацизм, точнее, вот да. Да, есть нацизм. Нацизм. Вот такие люди, они уничтожают собственный народ. Через 2 поколения его правнуки не будут знать вообще, с какого он рода, кем они были. Да, вон пример тому Дагестан. Все стирается. Я почему говорю? Да, все мусульмане. Значит так, какой-то ублюдок, если сегодня пришел и прикинулся, что я принял мусульманство, ислам, все, он мне брат. Да не будет он мне братом. Вот, ребята, вы здесь, чеченцы, например, была Чеченская война, я за всем очень серьезно следил. Были ублюдки, я не хочу всю нацию, были ублюдки русские. Вот тот ублюдок русский, который пришел и уничтожал вашу семью. Завтра он примет ислам, вы его будете принимать как брата. Я, будучи азербайджанцем, не приму армянина братом, если он 100 раз пойдет в мечеть там, и обозначит себя мусульманином. Не брат он мне, понимаете? А вот эта уравниловка, вот это все, это ужас. Мне знаете, что интересно? Вот, допустим, сейчас же меняют пол люди. Если вот, допустим, трансвестит, там, ну, как сказать, девушка, но с мужским членом. Извиняюсь за такие выражения, тут старшие тоже сидят. И вот она будет, ну, не знаю, примет ислам и покается. Ну, будет просто с половым органом мужчины. То Аллах ее простит или как? Ну, учитывая то, что в некоторых течениях приветствуется, а не просто запрещается использование в сексуальных утехах мальчиков, я не удивлюсь. Это называется логическая ловушка, то, что вы попытались сделать. Так сказали, Илях это просто божество. Там, если ты добавляешь аль, это уже становится каким-то определенным божеством. То есть Аллах. Другое дело, вот здесь был человек, и он очень интересную вещь сказал. Я его с интересом слушал, мусульманина. И он сказал, что сунна дана пророкам. Если я правильно понимаю, сунна – это житие пророка, и оно описано другими людьми совершенно. То есть оно не дано пророкам, или я ошибаюсь?
Зависит от интерпретации. У меня еще, знаете, какой вопрос? Вот они говорят, что, не знаю, плоть вообще в целом, тела пророков, они не гниют. А они знают все, где вообще похоронены пророки. Они знают, где они находятся, и можно же раскопать и проверить это все. Да не надо пророка искать. Тела шахидов не гниют. Вот такая есть постулата. И долго искать не надо. Ничего себе, прикинь. Да. Кстати, вот ты говорил то, что ты азербайджанец, а вы сохранили праздник Невруз? Да, да, мы сохранили. Мы сохранили свою одежду, свой язык, свои праздники. Он обозначается как праздник. Конечно, здесь есть тоже люди, которые не воспринимают там Новый год, там Новруз, не воспринимают, типа враждебно относятся, что это кафирское, все такое. Но это недалекие люди. Но слава богу, что их мало, и слава богу, что будет еще меньше. Невруз же к вам, кстати, от этих персов пришел. Это зоастризм. Это зоастризм. Да. Ну, я сейчас не хочу вдаваться в историю. Вы, наверное, наслышаны. Каджарское ханство, Сефевидская империя. Да. Если вы просто изучите, кто был во главе этих империй, вы поймете, что мы сейчас не можем говорить, что пришло от персов. Да? Просто персы – это единственная страна в мире, я бы сказал, которая держит свой суверенитет более 5000 лет. Ну, вы просто в истории немножечко... посмотрите, кто руководил Персией, какие времена и сколько веков, вы тогда поймете, что не все так, как видится. Но опять говорю, это отдельная цивилизация, никто это не отрицает. И арабы – это отдельная цивилизация. Все, это не наше. Мы отдельная цивилизация. То есть мы совершенно разные. Мы совершенно разные. И не надо нам насаждать ни свой язык, ни свою одежду, ни свои традиции. Не нужно. Можно оставаться верующим, не делая все по-арабски. Вот в чем вопрос. Вот беда в этом. Никто не говорит, что, ребята, там откажитесь от веры. Нет, верьте, очень хорошо, отлично. Во всяком случае, у вас не хватило воли быть честными, не прелюбодействовать, не хватило воли не воровать только из-за веры, из-за боязни, из-за трусости. То есть нет у вас совести. Вера просто дала вам по башке, я имею в виду тем людям, которые чисто из-за веры. То есть, значит, без веры они не понимали, что убить это плохо, своровать это плохо, что пойти там чужую жену оприходовать это плохо, да? То есть без морали, без чести. Ну, слава богу, хотя бы под этим напором религии, хотя бы эти люди, может быть, под боязнью, под страхом, да? Все под страхом. А хотелось бы, чтобы все люди были более человечными. Они это понимали, они точно понимали, что творят, потому что они пришли к пророку с вопросом, можно ли чужих жен, которых мы захватили. Так что мораль у них была до пророка Мухаммеда точно. Они даже об этом записали хадис. Я не знаю, насколько она была, если уже задается таким вопросом человек. Понимаете? То есть, вот давайте так, мы с вами, мы даже это предположить не могли. Не могли. Ни сейчас, ни 100 лет назад, ни 1000 лет назад. Понимаете? Враг у нас на Кавказе, он был достойным. Враждовали достойно. Когда была опасность на Кавказе какой-то семье, какой-то жене или дочери, считая достойным своего врага, ты мог поручить свою семью врагу, и он ее в целости и сохранности сохранит. Понимаете? Врага, который враг у нас был, допустим, на Кавказе у нас же как? Даже если он тебе будет самым заклятым врагом, и он к тебе придет в гости, то ты его даже не имеешь права трогать. Ты его должен обязательно накормить, одеть, и чтобы он пошел в добрый путь. Так это везде так было. У нас тоже было такие моменты. У нас были, в целом, я вообще за южную часть Кавказа говорю. Да, когда была вражда,
вот по факту говорю, человек пришел и доверил свою дочь своему врагу, зная, воспринимая его достойно. Так тот человек, который вот считался ему врагом, сказал, что чтобы ты был уверен, что будет все нормально, я своего сына отдаю тебе, пусть он будет при тебе, пока ты не получишь свою дочь. Было ли это у песочных арабов? Не было. Поверьте, если человек сегодня задается вопросом, или когда-то вообще задавался вопросом, а можно ли, я не знаю, там, переспать с чужой женой, или там кого-то изнасиловать, или что-то сделать, понимаете? Это уже отсутствие морали. То есть, если бы ему сказали, что можно, значит, он бы это делал бы. Так получается. Вроде им и разрешили, если я не ошибаюсь. Я вот, честное слово, я просто не хочу затрагивать чувства верующих, которые вот просто искренне верят, да, может быть, неосознанно, но искренне. Дай Бог всем здоровья. Да. Но вот те, которые... Аллах сказал, ужасен конец того, кто, зная, делает наоборот. Пусть верующие этого не забывают. Одно дело, человек там, не знает, но он необразованный, он просто поклоняется механически. Ему сказали это делать, все, это его вера. Если она ему по жизни помогает, укрепляет, отлично. Но самый ужас в том, что знающие люди, ужасен конец того, кто, зная, делает наоборот. Пускай боятся, если они верят в Аллаха, боятся Аллаха. А как бедных детей они бьют, чтобы они учили там, я не знаю, Коран? Сколько таких случаев я видел и слышал. Если, допустим, там он где-то ошибся в каком-то аяте, то он руки выдвигался, и ему били по рукам. Не, по ногам я вам скажу, по ногам конкретно, то есть по пяткам плетьми. Потом не мог этот ребенок ходить там неделю, может быть, 10 дней. Да, что сказать, опять говорю, опять повторяюсь. У нас, допустим, вот в Осетии есть такие места сакральные наши, куда ты ходишь, где, вот знаете, вот мы недавно были с отцом там, мы поднялись в гору, и там есть, у нас один треугольник, и вот ты как только заходишь в этот треугольник, вот чтобы вы понимали, у меня моментально на телефоне села зарядка, и там вообще совершенно другая энергетика, и плюс есть у нас такие горы, вот у нас, допустим, вот Феогдон есть, село такое, и ты вот в одну пещеру заходишь, минут 5 ты ее проходишь, но ты совершенно оказываешься в другом месте. И сейчас вот эти места полностью закрыли их. Нет, есть вот эти вот как бы называемые порталами, да, они есть и в Азербайджане есть, причем признано всем миром, есть несколько точек, 1 или 2. Вот есть, у адыгов есть Шапсукский треугольник тоже. Да. Я вообще удивился с этого. Там, знаете, как у них... Тоже мы с папой туда ездили, и мы как только посетили, как только заходим в круг, там тоже у меня моментально телефон, начал моросить, села зарядка, и как вам объяснить, там, с ума сходишь. И мой папа как только зашел, и у него с носа сразу же начала идти кровь. Как и почему, мы так и не поняли. И он говорил то, что он какие-то голоса якобы слышал о войне и слышал адыгскую речь. Есть аномалии, конечно, есть аномалии. Машины двигаются вверх, да, вместо того, чтобы вниз, да. То есть есть магнитные поля, есть все это. Оно имеет место, конечно. Но все имеет объяснение, кроме того, что пытаются нам проповедовать безосновательно. И причем в извращенной форме. Да ладно. Так что там, демократия или шариат мы установим на планете? Что для человечества лучше? Демократия однозначно. Смотря что вы понимаете под демократией, наверное, справедливость, которой в этом мире, на этом свете никогда не было и не будет. Турская демократия. 918 года. 1918, когда объединялся Кавказ во главе чеченца Тапа Чермоева, кабардинцев Шимаху Коцева, Ястина, Ахмета Цаликова. И, кстати, там Лезгин, либо Рутулиц был, Гайдаров. Лезгин был, вот этот усатый? Да, Гайдаров.
Лезгин это. Но, к сожалению, всех убрали. И большинство из них, кто во Франции умер, кто в Испании, кто где. Печально. Знаешь, с помощью чего и как развалилась Горская республика? Коммуняки Да. пришли. Большевики помогали. Нет, Короче, альтернативу даже- что-то создали. там использовали ислам. Также. Да. Вот этот Ленин, короче, пообещал кавказцам, типа, вот вам свобода религии, там туда-сюда. И обманули. Также и в 90-е хотели сделать КГБшную, кстати. Да, там вот, кто там помнит, Парма, ты помнишь, как там было, вот этот Узун Хаджи, там какой-то там, что-то там, исламское государство начали там делать. Бхарман. Я уж подробности не помню, в общем, это светское было государство, Горская республика. Я И в потом- этой Горской республике еще туда не добрался, вообще ничего не знаю. Я Ну вот чуть-чуть то, что знаю. вы слышали в чатах, там использовали исламский флаг, как вот в Чеченской республике было, вот светское государство провозгласили, все, Конституцию приняли, и потом с помощью ислама Они с ликвидировали помощью... Да, с помощью... вот и этих там вот в Горской республике то же самое сделали вот 100 лет назад. К большому сожалению, развалили, да. Тогда у Лезгин была своя территория, кстати, полностью. И все бы вернули свои исконные территории. Но и были народы, Горская которые... республика, она же не подразумевалась как единое большое государство. Она так и подразумевалась. Там как раз-таки, чтобы ты понимал, Вот как- Владикавказ был столицей, и первый съезд горских народов был во Владикавказе. Затем был в Сухуми. А не То есть- Тбилиси разве? Не. Затем уже в Сухум. И потом после этого уже все потерялось. Начали разъезжаться те, которые основывали ее. Начали разъезжаться по Европе. Республики были большие противоречия. Там религиозные течения радикальные, они как раз-таки конфликтовали с светскими Так вот настроенными. об этом и речь, что Да. внедрили. Это Россия Но- внедрила вот эти движения туда. Но там такое произошло, то, что ее развалили, да по факту не большевики. После того, как она вошла в состав Азербайджана, она же там на съезде Горской республики, собственно, они решили ее прекратить существование и вошли в Азербайджан. Но потом тогда пришла армия Деникина. Кстати, Было да, в гвардейцы, очерках которые- русской смуты он об этом писал в своей книге. Да, ты Очерки- правильно говоришь. очерки- Тогда, чтобы вы понимали, представьте, 13 стран, то есть Великобритания, США современная, кто там еще, Италия, Франция, все приняли независимость его полностью. Деникина из каких людей состояла, знаете? Это казаки. Местные, Это казаки. местные и казаки. Да, Да, казаки. большинство казаки, 30% кавказцы были. Из местных тоже были там. Я по нему это читал тоже. Очерки русской смуты, да? Да, про Деникина. Да. По нему Я они тоже потом читал. еще воевали с этими тоже. Как их? Кавказская вот это называлась. Дикая дивизия. Да, вот это все. Это тоже оттуда эти были. 11-я армия, что ли, взяли в Баку, или какая армия там? Они еще, то, что вот парень чеченец сказал перед этим, они использовали вот этот мусульманский фактор разрушения этого. Своих спящих агентов включили, вот эти радикалов всех профинансировали. И так их разогнали. Из-за этого Топа Чуймоев со своей семьей, он богатый был, нефтемагнат. Бизнесмен, да. Его отец Орца Чермоев был царя друг, этого Николая II, или как он там назывался. Его друг был близкий. Они уехали в Францию, если я не ошибаюсь. Да. Да. До 90-х годов даже у него дочь была. В 90 каком-то году, в начале 90-х только она умерла, по-моему.
Подробно рассказать, кто знает, вот этот исламский фактор, как они использовали, как и вот в нынешнее время, чтобы вот эти грабли не наступать. Вот, если кто-то вот более знающий рассказал бы эти... В современных реалиях воссоздать Горскую республику — это вообще невозможная вещь. Блин, если честно, Все к сожалению, возможно, да. все возможно. Исключить Просто, мне кажется, вливание здесь- факторы, исключить факторы вливания. Если хотим это сделать, если есть желание, невозможного нету. Просто исключить внешний фактор, а тех, которые предводители, конечно, это сейчас жестко прозвучит, они как поступают, так же головы в одну сторону, семьи с республики. До свидания, если хотим. Ну, а по-другому так мы хотим и сели мы хотим. Так не получается. В политике так. Надо быть жестким. Ну, в плане, если это будет не как единое государство, а как союз, как, например, Союз, конфедерация горских Евросоюз. народов там называлась. Да, Конфедерация да. горских вот, народов. Да, это возможно. Да. Евросоюз. Все возможно. Просто внешнюю, это надо объединиться и внешний фактор убрать. Как единое Финансирование. Есть, можно, те, которые продаются, их купить, их тоже, как сейчас кидают, там на фронте тоже, на передок. Давай ты обязан, ты провинился, давай ты принеси мне этого голову, того голову. Абрек, смотри, есть такой фактор радикального салафизма на Кавказе. Вот только представь, что будет, если Россия уйдет с Северного Кавказа. Как они поднимут голову сразу все эти? Это если у них будет финансирование, оружие, да. Финансирование будет. Из Турции, из Саудии, оттуда будет. Это очень опасно. Очень Вторая опасно. проблема. Это очень опасно. Да есть еще проблема разграничения границ. Тоже проблема. А также... Начнутся знаете, войны между собой за границей, потому что спокойно веков там заложенные спящие мины. С той же Сталин тоже очень много заложил мин. Тот еще был коварный проходимец. Ну вот, например, Ленин чечено-ингушский до него. конфликт, да? Чечено-ингушский конфликт. Как решить Там этот? сейчас тоже через некоторых людей, и Кадыров тоже успел заложить мину, большую мину заложил, очень опасную. Короче, все много, короче, есть факторов. Ну, если там не появятся со всех сторон авторитетные люди, и которые будут правильное, которые сознание, мышление, и не будут стараться сделать это с минимальным кровопролитием как-то, если решить, а если допустить туда, как ты там озвучил, салафитский фактор, Нет, это очень опасно будет. все-таки мое мнение, что без внешнего влияния России кавказские народы быстро между собой договорятся. Я не думаю, Между что собой, будет да, проблема. если влияния не будет. Это правильно. Вот Между собой мы российское договоримся. влияние надо вот обрезать и все. Так же и было. Они все собрались за столом, представители каждого народа, и обсуждали между собой. Самый опасный фактор — это вот радикальный ислам. Это самое опасное. У нас всегда Самое единственное, меня признайте пророком, все последуйте за мной. Сиру составить, сиру придумать надо, бро. Парма. Да, выбирай город, Парма, столица, где твоя будет, где ты будешь там, столица, где ты хочешь, чтобы была. О, естественно, как пророк, царь Кавказа, владыка Кавказ. Где-то Кавказом, короче. Не, а вот рядом с морем не хочешь где-нибудь, чтобы как-то вилла там? Ты мне что, в Грецию предлагаешь переехать? Не, Черное море там где-нибудь, там я говорю, там где-то там. Сочи, да? Сочи. Сочи. Кстати, там и заключались Дагомыкские соглашения насчет Кавказа, России в целом, которые Россия, к сожалению, нарушила. Вы к этому несерьезно относитесь. Очень вообще с Римской еще империей, еще Византийской империи, Батуми, вот это
который сейчас Крым называют, вот это место, тоже вот эти порты, шелковый путь шел, вот это все торговля. Кавказ очень богатый был за счет этих торговых путей. Очень богатое место было. Где ты с кем торгуешь, с тем же с Востоком? Всем торговать, пожалуйста. Не со всеми готовы торговать. Только не с помощью каких-то сил. Вон обрек, по-моему, у тебя или у кого? Смотри, да. Вот. Микрофон, да, есть там? Рыбный или любой нож? Нет, это другой. Это другой был. Да. И вот это, что ты говорил насчет Рима, кстати, вот насчет Романовых, это же и есть Рома, это то есть Рим, а Новый – это Новый Рим. Разделяй, властвуй. Вот что означает Просто в целом. фамилия, братан. Да. Лука, ты говоришь вот то, что, маты мне, но ты знал то, что за каждый сказанный тобой мат ты будешь гореть в аду 70 лет. Не забывай это. Я тебя искренне люблю. Лука, где он? Текстовым там что-то пишет, да? Да. Я говорю, вот, Луки, я тебя искренне люблю, потому мне не важно, там, мусульманин ты, христианин, или веру предков держишь, просто из-за того, что ты мой брат Астин, и все. А то, что ты меня оскорбляешь здесь, пытаешься как-то надавить на меня, на Бхармата, то, что он не мужчина, это просто, Он на осетинском пишет? Да, он на осетинском написал. Я просто, видишь, я не понял, что. Ты не обращай внимания, не часто такое. Был вот, да, Бхармат, вопрос, да, вот к тебе можно? У чеченцев был пантеон богов? Мне интересно стало. Верховный бог. Да, был, да. Был. Был он верховный бог, как его звали? Мы по-своему называем. Дейл. Да. Понял. Я считаю так, пока менталитет народа не изменишь, ничего не изменится. Даже вот мыслить, вот вы говорите голову там того, там и так далее и тому подобное. Нельзя человека посадить в тюрьму и тем самым показать свою милость. То есть мыслить по-иному. В Европе ведь разрешают же свободомыслие и не против. Братан, мы не европейцы. Мы не европейцы. Мы кавказцы. Все. У нас другой менталитет, вот чем мы отличаемся. У нас даже на Кавказе тюрьмы никогда не было. Прецедент этот создать. Или его выслать. У нас такой традиция была. Если человек совершил преступление, его выселяли просто. И он бежал от кровной мести. Или даже если кровники его прощали, все равно он должен был уехать и покинуть это место. У нас вот это исторически даже остался, это Грозненский район, по-моему, если не ошибаюсь, Чири-Юрт. Это туда только селали тех людей, там не было тюрьмы, просто поселение было тех кровников, по-чеченски Чир – это кровник. Туда отсылали. Также, если с гуманной стороны, если так взять, конечно, я не во всем гуманный хочу быть. Я знаю это, я уже много чего истории смотрел, и в настоящее время, мне 40 с чем-то лет, сколько я прожил, тоже все посмотрел, вот это все, что происходящее. Но некоторых я, конечно, с удовольствием, не на показ, какие-то, вот эти, по-гуманному сделал бы так, чтобы они больше не смогли бы разговаривать или слушать, понимаете меня, по-демократически их отправил бы на тот путь, который не возвратятся никогда. Потому что есть такие персонажи в этом мире. Да. А у нас... Излишний гуманизм – это плохо, братан. Да, вот поэтому все излишнее всегда плохо. Если чересчур переесть, тоже можно. От пира тоже, вот когда во времена Чингисхана, когда они завоевывали какую-то территорию, они когда пировали, некоторые умирали, то переедали, перепили, то все. Излишний гуманизм тоже очень плохо влияет, потому что за тобой семья, твоя нация, все такое, то, что ты хочешь показаться гуманным, например,
людям. Вот я гуманный, я так поступил. Но ты должен не забывать, что за тобой твоя нация, государство, которое ты перед ним обязан, раз власть у тебя в руках, должен взвесить плюсы, минусы. Да. Так что Вот кто здесь хочет Майник, натянуть сюда европейские ценности, это бессмысленно. Майник, ты говорил, свобода слова, Я что-то еще. европейские ценности уже почти 20 лет здесь и хорошо интегрировался тоже. Есть много чего, которое можно применить как Конечно, хорошие моменты. много чего не в культурном там всяком, культурном европейским ценностям чеченцы много. Кавказцы, общем так возьму, не буду там одеяло на себя крутить. Кавказцы, они давным-давно были европейцы. Давным-давно еще даже европейцы сами не были столько европейцами, как кавказцы были, так я скажу. Но технологично у нас проблема, то, что нам не давали развиваться, хотя у нас пацаны молодые, и есть у нас таланты, и были они всегда и писатели, и музыканты, и там всяких там технологий. Я много чего, конечно, здесь увидел. Я бы хотел, чтобы это у нас было. И даже еще лучше было. По возможности. Медицина, все. Мы отстаем намного, там, сотни лет там, отстаем. По медицине отстаем. По развитию, там, по военным промышленности. Военная промышленность обязательно должна быть. Военные должны быть мощные, стратегия должна быть на 50-60 лет вперед. Все должно быть. Когда ты сильный, здоровый, крепкий, с тобой считаются и будут считаться. А когда ты слабый, жалуешься, когда ты просишь, ты перед всеми остальными ты попрощайка, на тебя смотрят как попрощайка, знаешь. Чтобы не бегать по странам, выпрашивать, у себя самого должно быть. А чтобы это было, надо стараться. Над этим надо работать. Над этим некоторые ненужные элементы жизни, их надо удалить. Это даже человеческий фактор. Я говорю, как есть. Да, ты правильно подметил. Устранить с пути, устранить. Это как в животном мире волки играют хорошую роль. Они только с ненужных элементов тоже удаляют, убирают, а здоровых, сильных, которые они думают наперед, вот мы его оставим, он породит там нам еще на нашем потомством тоже будет над чем охотиться, за кем бегать, там то все. Надо прогрессивно думать. И зависим будешь полностью от них, как раз таки. Вот что мы наблюдаем про бывшие страны СССР, там Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Наши предки говорили, мы не хотим сторонников чеченцев, мы хотим сторонники истины. Истина, она очень простая. Надо над ней работать только. Ну, те, которые нам приносят, у нас не пустыня, знаешь, у нас в горах с верблюдом не пройдешь. Хотя они кричат, нам надо... Вот у нас в Остине есть такая поговорка «на южиноде на техи». То есть это означает то, что наша сила в единстве. И если мы будем едины, то, мне кажется, вообще нас никто не возьмет, никто у нас и не выиграет. Вы представьте, даже элементарно, вот насчет спортсменов просто скажу, сколько выходцев из Осетии, из Чечни, Дагестана, Ингушетии, КБР, там современная, Черкесии. Столько у нас спортсменов, и мы вот в таких условиях тяжелых, в которых мы состоим, где нет у нас практически никаких условий, но мы берем первые места везде, и мировые арены мы выигрываем, и наши имена знают далеко за пределами нашего Кавказа в целом. Как понимаете, условия? о чем я говорю? Условия есть и хорошие. Ни в коем случае. У нас, вот, допустим, в Осетии уже полностью футбол наш убили, чтобы ты понимал. И наши остины, они играют в Чечне. Мы наши товарищеские матчи, домашние матчи проводим в Чечне, чтобы ты понимал. И очень большая благодарность чеченскому народу за это, кстати. Конечно, все хорошо, спорт, туда-сюда, но лучше этого развивали бы науку, образование, технологии. Куда больше пользы от этого.
Это тоже, этому тоже есть место быть на самом-то деле. Но, понимаешь, не дают нам полностью... Вот элементарно, хорошо, вот смотри, я тебе расскажу про Осетию. Как у нас все. Вот, допустим, ты что-то откроешь, какое-то свое заведение, ты что-то придумаешь, то по-любому к тебе придут, и ты по-любому должен будешь отстегивать деньги. Просто из-за того, что ты По всей России открылся. так, братан. По всей России так. Не только в Осетии. Понимаешь? И поэтому тебе не дадут этого сделать нормально, и условий никаких нету. И все равно ты будешь все равно под этой системой находиться у них. Чем отличается шариат от демократии? Вот какие качества отличительные шариата, если перейти вот на шариат? Ваше мнение. Своровали кефиров из шариата. Ну так какие отличительные особенности шариата как системы управления государственной? Ну, демократия, какие преимущества? Демократия за воровство хотя бы тебе руку не отрубают. Нет, давайте шариата все-таки, характеристики. Вот чем отличается? Шариат это что? В шариате полностью все голосуют. Во время выборов Кто голосует? Все женщины, дети. Младенцы голосуют? Младенцы, все. Подростки голосуют? Все. Что все? До 3 лет голосуют дети, младенцы, грудные. Голосуют. И кефиры. Да ладно тебе бред нести. Ну, можно я отвечу, меня не перебивайте. Сарказмом. И ягуды, и кефиры, все голосуют с исламскими бюллетенями. А что, в демократии что, не голосуют? Да все религии голосуют то же самое. Что лучше? Демократия, они там кефиры. Ну ладно, давайте шариат все-таки. Вот все голосуют. Там масоны. Что еще? Что дает еще простым людям шариат? Рокфеллеры, потом... Ну, что и дает шариат простым людям, от народу, что он дает, шариат? Ничего. Ну, так демократия тоже мало что дает. Что менять шило на мыло, какой хрен? Разница. Подожди, ты знаешь, как в шариате выборы проходят? Да при чем тут выборы? Голосуй, не голосуй, все равно получишь, получишь хрен. В Украине 30 лет голосуют, кого надо, того и выбирают. Вот бы тебе дать оказаться в шариатском государстве, блин. А нахрена вот бы я мне от души, Шариат – это тюрьма У народов. демократов, неправда, у демократов, у кефиров, как бы вы ни голосовали, все равно евреи, как скажут евреи, так бывает. Так в шариате тоже кого надо, того и выберут. Нет, Что в шариате может и еврей, и кальсон. Ой, я тебя умоляю. Блажен, кто верует, а блажен – это сумасшедший. Кто в этот верит? Вы Сказку. какой-то специально кефир ненавидите, шариат, поэтому так говорю. Что такое кефир и что такое шефир? Мерседес по шариату сделали, вы не знаете? Вот из Корана там. Схема халяльный Мерседес. Да, халяльный, да. Пришел этот... Так что даст народу этот шариат? Ну, скажите, всех накормит, всех напоит, обогреет. Поезжай в Афганистан, посмотри, да, что ты... Вот об этом же я и говорю. Какой хрен менять что-то, шило на мыло, блин. Что там, лучше, что ли, при этих религиозных государствах? У нас в Афганистане даже есть эти самые скорые помощи по-шариатски. Это достижение, блин. Да, на голове мигалка. Даже есть скорые помощи, блин. Да, вот сзади это самое. Такую в простыню человека заворачиваешь, сзади его, как узелок, вот так вот на себя накинул, мигалку включил и поехал. И на всю улицу орешь, как мне говорят. Ладно, я тогда пойду. Я вам желаю всем мирного неба над головой. Все, что в этой жизни хорошее, пусть вас Смотри, Бог одарит этим. Фапе, не забудь это PDF скинуть в личку. Да. Всего И желаю вам всего наилучшего. Всем доброго вечера. Да, благодарим и добро пожаловать. Аллах любит тебя, Таффи, в извращенной форме. Зеру, ты что-то говорил, тебя просто перебил. Приветствует. И даст тебе в раю 72 гури. Я говорю, благодарим и заходи, когда будет возможность. Да, с Божьей помощью. Скажите, мусульмане, у вас Дух Святой есть вообще? Дайте попрощаться. Дай поцелуйся с тебе ним, 70. Господи.
Дай Аллах тебе 72 гури. Нет, 142 гури, это мало. 144. И 1000 безбородых мальчиков. Да, и мальчиков. Спасибо Будешь большое. с Мне бы ними еще, сексом знаете, заниматься. Папе, будешь с ними, с мальчиками летающий. сексом заниматься. Да, вообще, не надо Да, так они с собой тебе говорить, ни пригодятся, сексом, да. ни сексом, чтобы нормально разговаривать. Камрад, ты что-то не понял, Камрад? Ты Ну а как-то зачем ему мальчики безбородые? агрессивно говоришь? Эфир агрессивный, да. И я хочу, чтобы у вас у всех были летающие. Почему бы не постебаться с Фаппи? Почему ему с мальчиками можно, а мне нельзя? Завидую я ему, завидую. Камрад, если что, сумасшедший человек, не обращайте внимания на него. Фапи, я случайно выключил твой микрофон другого кого-то. Нормально. Все, тогда всем мира и добра. Всего хорошего, тебе тоже всего хорошего, Фапи. Так что, Бхармат, ты не обессудь. Папе, ты как еврей, прощаешься и не уходишь. Это евреи только так. Да, нормально. Так что давай всем поцелуемся в десна, поцелуемся. Мы исламские евреи. Мы исламские. Да закройся уже, задолбал, блин. Англичане уходят не прощаясь, а Фапи как еврей. А мы исламские евреи, прощаемся и уходим. Ибраим, когда ты евреи говоришь, чувства сестрам не задевай. Наконец-то ушел, да. Да я ж по-доброму, о евреях я по-доброму. Камрад, вы готовы шахаду в прямом эфире произнести? Вот зашел имам Алим Султанов. Что произнести? Не, я не матерюсь в эфире. В эфире я не матерюсь. Бог накажет. Ты что, я боюсь. Произнести в эфире нет, я такое матерщину не могу. Вы же против демократии. Да я против всего, я и против себя тоже. Любое государство – это враг народа, по большому счету. Я говорю, сумасшедший человек, анархист, гребаный коммунист. Бисмилля. Это ты про себя, пророк? Что ты тут рассказываешь? Про тебя. Раньше знали только домашние, что ты сумасшедший. А сейчас ты на весь интернет о себе говоришь, что ты сумасшедший. Ну я так и понял, что про себя. Очень умно. Очень остроумно. Очень остроумно. Да, пророк, ты сумасшедший. Что тебя выпустили из дурки? Думаешь, ты один только сумасшедший? Да я знаю, что таких, как ты, полно, но не у всех есть интернет. Ты не один. Да. Нас двое в стае теперь. Раньше ты один был в стае, теперь нас двое в стае. Ну да. Брат, ты давай. еще не готов шагаду произнести, я не понял. Да я не матерюсь в эфире, с шахадами я не матерюсь. Успокойся ты, ты извращенец какой. Без мата тоже можно. Ты что, исламофоб, что ли, какой-то? Я не понял, он исламофоб, что ли? Что за мат? Что ты хочешь сказать? Я боюсь шахада это мат, что ли? Шахада это мат, хочешь сказать? Ты что? Шахада это мат, хочешь сказать? Ты исламофоб? Ну, ругательство, да, это нехорошо. Я чувствую, что это плохо. Такое могут позволить только мусульмане себе. Адрес дай свой. Один момент. Статья 148 УК РФ. Вот. Адрес дал свой быстро. Да. Это как ее там ненависти. Оскорбление чувств верующих. Уголовно наказуемо. Кабзда тебе полная. УК РФ 148. Кабзда тебе полная. Все, попался ты. Вот такую гадость будете говорить, будете сидеть в тюрьме, правильно, я согласен с вами, да. Я вот заходил на стрим и спрашивал, что такое Дух Святой. У вас есть Дух Святой, мусульмане? У меня есть, у язычника меня. У тебя есть Дух Святой? Да. Ну, а в какой он форме? Потому что меня призывали его принять. Я думаю, я так спрашивал, в какой форме его принимать? Разводить водой? Они что, не знали, что ты коммунист? Ну, так мне не ответили, что такое Дух Святой и как его принимать, понимаете? Пророк, ты святой, ты принимал Дух Святой? Подождите, а какая разница между коммунистами и исламом? Так я и говорю, как Дух небольшая. Святой? Принимать Дух Святой, как его, а? Что такое вообще это? Надо прочитать шахаду. Ашхаду ан ла иляха илля Аллах ва ашхаду анна Ленин ва ашхаду анна
Да, вот не видишь, надо. джин уже, джин в тоже тебе не надо бесится, читать. джин Читать бесится этого тебе. не надо. Абсолютно не Вашаду надо. анна Ленин Расулуллах. Этого не надо. Аллах не надо. Вашаду анна Ленин Мой Расулуллах. не надо нам тут читать это. Не Вашаду анна Ленин Расулуллах. Ленин Расулуллах. Да не матерись ты так громко. Ну зачем ты так материшься? Господи, задолбал. Был бы я здесь модером тебе, закрыл бы. Вот, Рот видишь, твой. дух ненависти. Так ты модер, Он улетел отсюда случайно. Нет, я не модер. Ну, модер, ты просто права не дал мне. Там галочки надо, когда модером ставишь. То же самое, еще раз делай, там галочки появятся. Управлять голосовыми трансляциями, что-то там, типа. Машо, вестол. Маржо, алейкум ассалам, виндетта, хадимвар. Ховел, стадехил. مرحبا كيفش بوصلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوق أول أخوات سويش أنا ورخ العدو يشتو حالا خدا ديس شابش حقيقة بر إبليس جبرائيلويتش إسرائيلويتش شابش بلنش نعبش تعابالن بوخوت خود عبوي روچه شو قدع ألبا أرسلك خودش خورده كشت لا از نوچه قومی از رشته شما دستش نوچه کروچه ارخوش نیرو آیا اتنگش پای ماری باش نوچه کروچه دینن شش آمین تیات باش باش نیرو بار و در با دایل همی باش کروچه است آش بونو با آلبا و در با کروچه پول نکروچه вообще тагят با آیا اتنگ توش تو پای ماری انسان و خونه گو اتویزر شه وش تاجم کروچه یا قوتا نوچه نیو آتوروش Короче, арбош не этен хаза берцюши деши яхстунна леши учлача урма ваху бехлуши сонтхо тот я бехлуш окарбака не зудри насилот беш лаиш бокш бариг вообще ну авить так гват бок короче тет ахвал ухошен судиду соз бо дома да я кепа марвает виз я дендо пустыне короче да цажда Už nošķišana tie jau gar hotlu datu, no oavešķi češti lūzer datu boli. I paimar, karoči, šein oišvāc ar šeigvīcing do. Skats kštūrnaš datu, kāč o īli mitskor gaitu ugbih kan liel švarboš. I mič oamboš, hojač buk nošķēli. Karoči, honda dieso, šisko rastē lašuk šēl kancelēri, Allah, masu oelēš bukan sudi švorde. Bio balaboler hilla koçur erlestine get milori kana milori kabrad dori milori. Terel duklüş koçu. Так, короче, я за шариат, я не за какую не демократию, потому что кефиры своровали у мусульман демократию и сделали пародию на демократию. Демократия, она ахлю сунна валь джамаа. Агди бош, муири, агди. Надо ахлю, давайте этих, нам нужно собрать ахлюль халя валь ахди истинных, которые демократы больше, чем сама демократия. Вы все, кто до этого знали про шариат, эти все версии шариатов, они были неправильные. Самая правильная версия шариата, самая истинная, это демократия. И эта демократия
из нее кефиры похитили часть, короче, и она у них тоже такая. И бюллетени своровали у них, да? Скажем так, нет, она половинчатая, это демократия, поэтому кефирская, она демократия. А исламские бюллетени – это лучшие бюллетени в мире. Об этом Ницше писал еще, я помню. Не верит, что шариатская демократия самая правильная, идите спросите у имамов. Только неверующий не поверит, да? Только надо. Кто из имамов скажет, что шариат плохой? Ну, Какому имаму спросить, вот это вопрос большой. Как Тумсо сказал, в это не поверит человек неверующий. Можете Если вы неверующий, вы не поверите, что Тумсо проснулся от интенсивных нанесений ударом молотком по черепу. Хоть один имам вам скажет, что шариат это плохо, можете бросить в меня камень. Монтировку можно? Что угодно. Просто все шариаты, которые вы до этого слышали, это были подмененные ягудами. إبراهيم طيور تعور أوكش مسلم أو سكانتات أس يحقوا كورونا أتسع. Ну, из хакаихчи все равно бесполезно, потому что вы не найдете ни одного имама, который скажет, что шариат плохой. Вообще, я так понимаю, если серьезно, что в целом сейчас стало, я считаю, проблема ислама, что шариат его, по сути, конечная цель. Установление всемирного шариата. И вообще вот многое ислам связывает с коммунизмом. Потому что конечная цель социализма – это коммунистического, это установление коммунизма по всему миру. Вот. Вот Ленин, он пророк, потому что тела пророков не гниют. Вот уже одно доказательство. Шутки шутками, но он хотя бы... Установление шариата – это одно, но этот шариат, кому он будет принадлежать и кому мы должны будем, короче, отдавать дань, отдавать, короче, джизию, не джизию, короче, все вот это. И кого мы должны будем по факту слушаться, подчиняться. Вот сюда нужно корень смотреть. Так куда? Правильно, курайшитам и хуйшимитам, которые вот эти 25 тысяч головок, которые полмиллиарда, то есть это 500 миллионов арабоязычного держат в рабстве. Мы тоже вот это должны будем подчиняться вот этой системе. Вообще, самая правильная форма государственного правления шариатская, она у закаевского духовенства. Отдел по религии у него есть такой. Вот самый правильный шариат у них, он самый. Я понимаю, я слышал, как Закаев говорил, что он нашел золотую середину между однополыми браками и шариатом. Вот этот шариат, голубой или розовый, не знаю какого цвета. Короче, я так думаю, что руки... Поэтому, чтобы всем было... Руки, когда будут отрубать секиры, делать это под морфием, чтобы тебе больно не было. Головку тоже. Совершенно верно. Под героином, который наши братья талибы выращивают, под героином головку можно, чтобы он, короче, безболезненно ушел. Плюс 32 осуждаю. Вот
непринятие других идеологий в исламе и в коммунизме, это их объединяет как бы внутри системы, когда они устанавливаются уже, они больше не принимают инакомыслие. И я считаю, это как бы является маркером того, что они сами по себе слабые как бы. То есть сильная идеология, я считаю, ей, которая на самом деле является истиной, ей нечего бояться как бы. Если она хорошая для людей, то что ей бояться каких-то социальных перемен, революций там и всего прочего? Мухаммад даже женщин боялся. Вот, стихотворение одна женщина про него там, короче, сочинила. Этот, короче, пошел и сказал, кто отомстит за меня. Я, короче, вообще без спроса Аллаха там раздает путанесы Аллаха больше груды. Короче, 72 штуки тебе будет. Этот ночью идет, спящую женщину, короче, отправляет, короче, на концерт Кобзона. И он становится героем уммы. Представляете? Вы просто спящую женщину, которая кормила ребенка, грудного ребенка. Она уснула, этот зашел муджахид. И, короче, отомстил за педофила. Да, подай файлы. Просто вдумайтесь это. Но тут есть человек, который чтобы хотел, чтобы вот в таком виде говорили про его отца, про его дядю, не знаю, кого угодно. Есть ведь муджахид? Это ты знаешь, что Кобзон Грозненский? Грозненский муджахид. Кобзон. На концерт Кобзона это часто слышу. Кобзон, Я просто хочу тебе сказать, что Кобзон Грозненский, так да, да, он тоже этот да, Муслим у нас там 100 Магомаев. человек на концерте. Муслим Магомаев тоже грозненский. А Кобзон тоже. Все они грозные. Очень грозные. Свой Кобзон у нас там есть, если что. Я ничего против ислама не имею, просто с научной точки зрения вот здесь обсуждаю. Может подниматься люди из ислама, разговаривать. Может, я где-то не прав, возможно. Я хочу услышать того, кто говорит, что чеченский народ должен жить по законам шариата, этого человека, как он хочет внедрить эти правила, законы в чеченском обществе, где Аллах 2 суре 178 аята говорит: раб за раба, женщина за женщину, короче, свободный за свободного. Как вы это все хотите внедрить? Где какие чеченцы будут этим руководствоваться? Ребята, здравствуйте, салам алейкум. Здравствуй, здравствуй. Здравствуйте. Как она, жизнь молодая у вас? Обсуждаете... Уже не молодая, уже не молодая. Поверь мне. Нормально все. Религию обсуждаете? Не, здесь всякие... Нет, мы политику все обсуждаем. Всякие кефиры здесь шастают по интернету. Хотим им объяснить, что демократию украли из шариата. Кефир. Демократия.
Демократию это кто придумал, ребята? Демократия. Они кефиры, масоны, кальсоны и вот эти ануннаки, Да. они своровали. Они на это наживаются под демократией. Демократии говорят, потом они же самые убивают. Рокфеллеры, потом эти Они же... овчарки и все остальные, они, короче, все своровали у мусульман. Мир увидел, но, к сожалению, все молчат. Вот кто увидел, кто это самый враг, кто не враг, кто действительно это самый, весь человечество это самый враг. Нам говорили, я тоже мусульманин, альхамдулилля. Просто нам, мусульманам, говорили террористы, убийцы, эти. Оказывается, Это неправда. А сейчас сейчас люди уже стали понять, что кто террорист. Террорист это сионисты. 100%. Американские сионисты самые. Да, все, и русские, и украинцы, и турецкие, и все, неправда. это Американские сионисты. Как говорится, как его, Горбатова могила справить. Им это там в подметке не годятся. Самые опасные это американские сионисты. Они вот самые террористы. Блин, вот 100%. Вот я не знаю, почему. Потому что весь мир они захватили. Они пишут Коран и Сунну у себя в этих институтах, ложные, короче, подменивают. Ложные, да. Да, мы ищем везде, не можем. Поэтому надо очень быть осторожно. Всяким не надо верить, всяким не надо слушать. Понимаете? Ахмед, ну я вижу, они-то в своих странах неплохо живут, или я ошибаюсь? Не, понимаете, они все обманом, убийством зарабатывают, они обманом. Вот фильмы, смотрите фильмы, старые фильмы тоже. Даже христиане раньше, действительно христиане, они не давали и не брали кредит, ничего, понимаешь? Кредит, ничего не брали, не давали. Американские сионисты, они главные банкиры, они всех, короче, посадили на свою иглу банковскую. И теперь полный трындец. Я слышал, это еще в России, один, короче, русский, он рассказывал, историк был. Он говорит, Екатерина, я могу ошибаться, или первая, или вторая, по-моему, первая, Екатерина, она, короче, не давала евреям, российским евреям, города жить, города продавать, город вообще появляться. И государственную работу их не брала. Запрет был. Они поэтому стали Саша, Володя, допустим, Гончаров, Манчаров, они стали. Он говорил, вот они стали говорить, Ленин пришел, Ленин. После Ленина, сейчас везде стали они сионисты. Ленин наш брат мусульманин, они его хотят из мавзолея выкинуть, сволочи. Какой он мусульманин Ленин? Он кафир, из кафиров кафир. Кто тебе сказал? Так, не говори, брат. Я тебе говорю. Он как? Он сказал, Бога нету.
Все создают Аллах, никакой Правильно. силы нету. Это такие было. Это шахаду не до конца. Он сказал, ла илаха, нет Бога. И потом илаллах убрали оттуда, кроме Аллаха. Поэтому это врут все кафиры. Не, ребята, поэтому церковь весь убрали, попы, короче, муллы, да, ходжи, мусульманские, отправили в Сибирь. Которые убили, которые не убили, всех отправили в Сибирь. А вы сами представитель какого народа? тоже год стал, как его, в Турции тоже Нет, убрали вы сами халифат. С какого народа? Я сам турок, советский, я в Советском Союзе родился. Видишь, я же говорю, советские люди, это коммунизм, это мусульмане. Не, коммунизм это первый, это самое, как его. Ребята, я извиняюсь, но вы что, не поняли? Это кафир, он никому ничего не верит. Это пропаганда. Нет, это масонская пропаганда была. Американские сионисты развалили Советский Союз мусульманский. Вот если они мусульмане, если они Бога верили, Аллаха верил, этот Ленин, а почему он убил царя, весь семью? Допустим, Это неправда. Тоже, это неправда. Даже это... А почему он не убьет царя? Это кафира какого-то. Правильно сделал. Царь, значит, кафир, Ленин, он святой, да? Конечно, у него даже труп не гниет. Ты посмотри, про пророков. Не дает. У них трупы не гниют. Ты извини меня, ты, братишка, ты кто? Вообще, ты мусульманин или тоже сионист? Я не понимаю. Ты сюда специально нас обмануть зашел, сионист американский. Я не сионист. Альхамдулилlah, мусульманин. Ребята, я вам доказываю, что... Может, альхамдулилlah, говорит, не надо нам здесь врать. А может ты сам, кто? Ты вообще кто? Может ты обманываешь, здесь сидишь, сионист, сидишь, кафира говоришь, он мусульманин. Кафир, он неправда, ты видишь, ты уже грибат, бухтан, все на меня сделал. Ты вообще, тебе нужно шахаду произнести. Да, я шахада каждый день приношу. Каждый день, А ну-ка, я тебя сейчас проверю, ты, по-моему, кефир. А ну, скажи шахаду. А ты кто такой, что ты меня проверишь? Ты, может, сионист? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Не, сионист это я просто молчу. Сионист. Сионисты это, которые... Это я. Кафира поддерживают. Вот они сионисты. Потому что Ленин был евреем, сионистом. Кто его поддерживал? Неправда. Кроме виски ничего не поддерживают. Ахмед, вот ты сидишь, выговариваешься, а они все тебя тут просто... Тоже был кефир, видел вот этот сионистический, который сейчас заходил? С таким голосом басистым. Вот. Нет, ребята, такими голосами говоришь. Вот вы сидите, сами же сионисты, блядь. Вот они меня выключили. Да? Такой сионист? Ты, по-моему, нас хочешь обмануть. Ты сам сионист. Что такое сионист? А ну-ка. Который не верит никому, верит, только сатану верит. Вот это вот сионист. Сатана у них... Какого сатану? Иблиса или какого? Иблис, все, так, что есть. Они вообще людей, нас, людях, не считают людьми. Понимаете? Второй, третий, четвертый, пятый сорт мы. Все, которые не евреи, не сионисты. Они, короче, не люди. Вот они кафиры. Вот их вы сидите здесь, поддерживаете их. Мне очень обидно очень сильно. Мы тебя, сиониста, не поддерживаем. Ты сионист. Вот видите, ребята,
Меня жалко. Я сейчас... Действительно, Сюда если вы американские действительно, сионисты заходят, если как вы, ты, и хотят если нас, вы, мусульман, полностью сбить с истинного пути. если вы действительно мусульмане, действительно, меня вас жалко, ребята. Я сейчас заплачу, у меня большие слезы уже. Я же говорил, он сионист. Ему жалко, мусульмане, Ну что докажи, как бы что он я смеется с сионист. нас. Докажи, что я сионист. Не, это я сильный. Я уже вижу по тебе, по твоей риторике. Ребята, я не понимаю, вы сами поддерживаете сионистов, а Да, да. мне говорите, мне сидите, вот говорите, что я Ахмед, сионист. Да. Ахмед, а вот сверху вопрос, демократия или шариат, что лучше, как вы считаете? Шариат лучше. Я считаю демократия. Хотите, расскажу почему? Вот, подожди, а где живет наш гость? Вот он где живет, проживает? В Турции, он сказал. А в Турции что у нас? В Турции шариат? Нету. В Турции, вот, к сожалению, они тоже, я же сказал, они тоже убрали халифа, последнего халифа убрали. Эрдоган, он Мусульманство убрали. настоящий Там сионист. весь муллу, Эрдоган. короче, мечетов закрыли. Это говорят же Ататюрк. Вот это вот сионист. Он никакой Ататюрк. Он Нет, это враг, турк. Смотри, враг, видишь, ты врешь. Это турк, наш брат враг мусульманин. мусульман. Враг Это турк, мусульманин. наш брат мусульманин. Это твой Эрдоган сионист. Да, вот видишь, действительно, значит, ты сионист. А то, что Эрдоган только делает и делает. Вы сидите здесь, а может вы сами ваххабисты, тоже сионисты, блин. Хорошо. Ахмед, хорошо, я вас понял. Я не пойму, ты шиитский сионист, что ли? Я не шиит, я сунни. Альхамдулилlah. Ахмед, я хотел вам вопрос задать. А в мире существуют в мире люди, которые не являются сионистами? Да. Много. Кроме Кто сионистов. видишь, как он сейчас будет отмазывать. Кроме евреев. Они не сионисты. Видишь, он говорит, евреи не сионисты. Все, запалился. Кроме евреев, говорю я. Вот молодец, ты мне душу облегчил. А почему вы вот за шариат? Я вот не понимаю. Потому что шариата есть Аллаха законы. Законы Аллаха. Потому что раньше, как мусульмане жили по халифату, даже евреи говорили, даже я по видео слышал, когда мусульмане командовали миром, мы жили, евреи, хорошо, отлично жили. И сколько евреев... Подожди. Сколько Ты евреев, вот этого Радмира знаешь? Вот этот Радмир ваххабистский сионист, 100%. Я никого не знаю. Я только Подожди, знаю, что сейчас Палестина, идет. Палестина вокруг этих самых сионистов, они убивают. И никто ничего не может делать. Вот это вот меня... Даже мне, когда мне обидно стало, да, когда Россия напала в эту Украину, я говорю, блядь, сила есть, теперь ума не надо, что ли. Невинных людей убивали. Невинных, до сих пор убивают. Я говорил, собирался бы весь мир, блядь. Напал бы Россию, блядь, успокоил бы. И сейчас тоже на... Видишь, он матерится, как сионист матерится. Весь мир бы напало бы в эту... Как полностью запалился. В эту, как его, если бы он был мусульманином, он бы не матерился. Если бы это был мусульманин, он бы не матерился, а мусульманин... По-моему, он даже не сионист, а масон. О, а масон кто, сионист кто? Объясни мне. Масон это вообще больной. А, больной. А сионист кто? Не больной? Двойной, дважды сионист. Вот вы сидите вот здесь, которые самые. Мне жалко вас.
Ахмед, вот вы говорили, да, я со многим, например, был не согласен, возможно, здесь другие люди были не согласны, но вы говорили. А вот вы бы смогли так говорить про шариате? Я считаю, что не смогли бы. Потому что вам бы там быстро Нет, отделили ребята, нет. туловище По от головы, шариату, понимаете? по шариату, да, и что? нет. Если действительно по шариату идти, тогда жизнь была бы отлична. Действительно, по Корану, по хадисам Мухаммада саллаллаху по его хадисам шли бы люди, да, отлично была бы. Подожди, сионист, ты молишься 5 раз в день? Ты сионист. Вообще ты кто по нации? Ты имя, скажи ты мне. Нацию ты скажи мне. Турок я, турок. Какой ты турок? Если турок, то ты меня, как его, понял бы. Какой ты не турок, ты ваххабист. Я наоборот тебя, ты какой-то странный турок. Я тебя не пойму до конца. Ты какой-то масонский. Ваххабисты тоже придумали, евреи, сионисты придумали. Сколько раз в день надо молиться? А ну-ка проверю я тебя сейчас. Чего? Сколько раз надо молиться? Я знаю, я молюсь. А ты молишься, нет? Сионист? Какой сионист? Сионисты не молятся. Я молюсь. Смотри. 5 раз в день. 5 раз в день. Ты намаз делаешь или перекрестишься перед Христом? Христиане это не сионисты. Мусульмане это не сионисты. Подожди, Сионисты тогда есть раз ты сионисты. 5 раз молишься, ты Фатиха суру должен уметь читать, если ты не сионист. Ты кто такой? Я знаю. Ты кто такой? Ты мне говоришь, Фатиха сура, это сура. У вас 5 тут раз в сионисты, день. вы каждый второй здесь сионист, вы нас обманываете, наших мусульман. А может ты обманываешь? А может, поэтому я зашел здесь. Сейчас проверим, давай Фатиха прочитай. Да, вот. Фатиха прочитай. Давай сейчас узнаем, ты сионист или кто ты. Я читаю, я альхамдулилlah мусульманин. Ну, Просто давай. Я видел таких, как ты здесь. Вы вообще под мусульман косите все. это ты под мусульман косишь. Это отвечаю, ты еврей, сионист. Давай тогда прочитай Фатиха, я тоже прочитаю. Посмотрим, кто из нас сионист. Читай. Матерись, сионисты, матерятся. Я не матерюсь. Мусульмане не матерятся. Я не матерюсь. Ёлки зеленые говорю. Ахмед, вот при шариате я слышал, не знаю, правда, нет, что девочкам учиться нельзя. В старших классах. Это правда, нет, не знаешь? Кого? Меня еще раз говорит, что? Когда шариат, девочкам в старших классах учиться нельзя. Это правда, нет? Нет, знаешь? неправда. Видели, как он ушел? Неправда. Видели, как он ушел? Не хочет Фатиха читать. Это 100% американский сионист. Это американский сионист. У шариатов есть нормально. Обязательно должны девчата и мужчины должны учиться. Должны, обязаны. А на 9-летних можно жениться? Ребята, ваххабисты, которые вот это вот мне говоришь, Фатиха читать. Вот таких ваххабисты. Видишь, он сразу боится. Он боится. Я вас знаю. Я вас вот так вычисляю сразу. Сионисты. Женщинам нельзя, женщинам все можно. Все можно. Видишь, он не знает даже Фатиха читать. Здесь сидит, нам по ушам едет. Мне вот говорят, что нельзя, значит, они меня вводят в заблуждение. Получается так? Нет, это не верьте. Это они ваххабисты делают. Сами же сионисты. Есть по-русски слово, есть же клин клином вышибают. Вот они придумали ваххабистов и пустили в эту, как его, в середине нормальных мусульман. Голову мутили. Вот такие, как вот это вот такие люди. Подождите, не мешайте. Это сионист, он не мусульман. А ну, прочитай Фатиху. Ты одного суру прочитай, я прочитаю Фатиху. Ты одного, другой прочитай ты сперва.
Давай, смотри, Я я Фатиху читаю. почитаю. Смотри, я читаю другую сур Фатиха, а ты будешь читать. Я сейчас читаю тебе Ихляс. Бисмиллахи рахмани рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Давай теперь ты Фатиха прочитай. Сионисты грязно. А почему ты в конце Аллаху Акбар не сказал? Проверь, сейчас посмотрим, как Почему ты Аллаху Акбар ты не сказал в конце? Я выключил микрофон и сказал, давай теперь ты читай. Нет, ты не выключал. Мы все слышали, что ты не говорил. Видишь, ты мусульманин, зацепился, ты зацепился, и ты сионист американский. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Чего? Видели, это вообще не то, что сионисты, это вообще какой-то... Чего как вообще не какой-то? знаю. Ты вообще Ротшильд, по-моему. Вахабист, блин. Если действительно если ты Аллаха веришь, ты значит ты вахабист, который тебе вообще ничего Все, нельзя, спалился того нельзя. ты Фатиха суру с ошибками читаешь. Представь, ты даже молиться не умеешь. Я нормально, Сионист. отлично читаю. Еще раз, ну-ка, все слушайте. Жюри вы здесь? Хватит, ты Да, кто такой, что ты вот, меня все, кто такой, слился. что меня... Я нормально читаю. И Я у вас сионистов, вот как вы сюда перед заходите, Аллахом я чист. как вы заходите сюда, я сразу вас вычисляю, американских сионистов. Я не знаю, ребята, как его, вахабист и сионист, и все, фашист, кто он такой вообще? Если человек, я понял теперь, кто такой сионист. Обычно, ты слышал мой никнейм? Вор кричит, Да. держите вора. Вот так эти сионисты американские Я заходят. понял. Да. Сразу. Ахмед, я понял, кто такой сионист теперь. Это человек, который не согласен с вашим мнением. Так получается? Или я не прав? Нет, знаете, почему я говорю сионист? Потому что он сказал, Ленин, он мусульманин, он шахаду принес. Вот первый раз в жизни слышу, что Ленин, он мусульманин шахада принес. Нет, просто он не гниет. Он, оказывается, не гниет, потому что Аллах его защищает. Если ты Аллаха веришь, если ты Аллаха веришь, все мусульмане должны похоронить по-мусульмански землю. Понимаешь? Они, Смотри. не Аллах его защищает, а люди его там лекарством, как его, оставляют, чтобы он не гнил. Лекарство. Хорошо, я понял вас. Вот смотрите. Там про лекарства не сказано. Там сказано, что человек пророков не гниют. Нет. И все. Если серьезно, он же хотел... Почему пророков тогда, Мухаммед, если ты Мухаммад саллаллаху веришь, почему его похоронили? Значит, Аллах его не любил? А? Твоему Ленина кафира любил, да, любит, да? Тела тоже не гниют. Ты просто туда заглянуть под них не можешь, раскопать. Значит, смотри, ребята, он сионист, пусть отвечает. Все пророки, Аллах не верит, все, которые действительно пророки, а который кафир лежит в Москве, Аллах его верит. По-моему, ты даже не американский сионист. По-моему, ты даже не американский сионист, а британский. У тебя акцент вот такой. Ты вообще человеческий сионист. Я вот могу ответить, почему тело Ленина не гниет. Вы же сами же подтвердили. Почему он не гниет? Это же по воле Всевышнего. Конечно, вот эти врачи, их же Всевышний сподвиг. У нас же полное предопределение. Всевышний сподвиг вот этих ученых, врачей, чтобы тело не гнило, они его лекарствами снабжают. Может, Ленин хотел как лучше сделать для людей. Хорошо, ладно, я понял. Их снабдил Аллах, да, это естественно.
всем жизнь дает, всем миру, допустим, растению, животным, все Аллах, это глава Аллах. Он жизнь дает. А почему, если вот это как не дал это самое последний пророк Мухаммад саллаллаху, значит его не любит, да, не любил, да, его похоронили в землю. Я про пророка не знаю, я знаю про Ленина. Это могу... Ребята, вот вы сами попали. Действительно, вы сидите здесь, сионистским ведете. Смотрите, пророк святой, как я могу рассуждать? Как и вы мусульмане. Как Это и вы вообще не мусульмане. мусульманин, это вообще христианин. Я мусульманин, 72%, а ты сионист. Ты не мусульманин, ты на словах мусульманин. А ну давай Фатиха прочитай, сейчас увидим. Меня жалко вас, Читай. ребята. Ах ты Причем здесь Фатиха или Илаха. Я думал сначала, ты американский сионист, а ты, оказывается, британский. Ты ваххабист. Я вам доказал, что ты, если действительно веришь Аллаха, пророкам, а почему ты поддерживаешь кафира Ленина, а не поддерживаешь Мухаммад саллаллаху? Ты паники не устраивай. Я тебе говорю, хадис есть, где сказано, что тела пророков не гниют. Понял? Правильно, не гниют. Они защищенные Аллахом. А это твой самый любимый твой пророк, именно твой пророк Ленин. Его Аллах защищает, люди, короче, как его, с этим защищает его, чтобы не гнил этот баран, пидорас, этот Ленин, сука. Сколько людей убил, блядь. Ты, короче, здесь нам мозги не пудри, давай Фатиха уже читай. Сколько миллионов людей он убил и до сих пор убивает. Миллион людей, сука, убил, блядь. Этот Ленин. Видел, он матерился. Это сионист, это 100%. Ты британский сионист, ты теперь даже не американский. Пусть Аллах нас... Нам нельзя материться. Мы все же умрем. Иншаллах, там встретимся. Ахмед. Иншаллах, как ваххабист. Как ваххабистский сионист. Ваххабисты, иншаллах, говорят обычно. Ахмед, а ты знаешь, что Ленин с почетом в спецвагоне Ташкент обратно Коран отправил Османа, который там находится? Ничего не знает, это вообще сионист какой-то. Ой, ребята, вы, короче, кайтесь, ёлку зеленая, пока не поздно, кайтесь нормально, станьте нормально. Если вы действительно мусульманин, вы кайтесь, станьте мусульманом нормально. Серьезно говорю, он почтил этот Коран, который было привезено в 15 веке. И он отправил его обратно туда, в спецвагоне, понимаешь ты, бесплатно. Они купили, а обратно бесплатно. Даже потратили деньги, чтобы на поезде в спецвагоне отправить. Вот этот самый Ленин почтил этот Коран и отправил обратно в Самарканд. Да, он коммунизм, поэтому он Коран прочитал и по нему коммунизм строил. А почему тогда, ребята, если он любимый Аллаха, почему он закрыл весь церкви, весь мечети закрыл? Это кефирские церкви, он специально кефирские церкви закрывал, чтобы кефиров... Какие кефирские, если полный 100% он закрыл? А? Сделал церкви кафирские, да? Их нельзя строить. Мусульманские мечети тоже кафирские были, да? Это, чтобы не подумали, что мусульман. Поэтому и некоторые мусульманские закрыл тоже. Но зато если главное... нормальный, любимый, если твой пророк, как ты пророк, я не понимаю. Он не такой пророк, он не с новой истиной пришел, это посланник. Ахмед, если вы что-то говорите, вы же должны фактами подкреплять. Вот он тоже живут. Вот где вы живете? Что, не видели, что ли? Ваши родители не говорили, что церковь так, вот когда
церкви обратно стали открываться и мечети. Когда коммунисты, короче, убрали, стали демократической Россия. Все они республики отсоединились. Тогда они стали верить. Да, мы христиане, мусульмане говорили, да, мы мусульмане. Получается, Ельцин и Горбачев, они развалили Советский Союз, они посланники Всевышнего, так что ли? Нет. После них ведь мечеть стали строить. Всё Это такое. американские сионисты. Путин также. Мы все рабы Аллаха. Мы самые, весь мир, рабы Аллаха. Но кто, каким этим пришел, только Аллах знает. Мы с тобой... Чего? Да. Для Понятно. чего пришел? Понимаешь? Пророка тоже созданы Аллахом. Раб Аллаха были. Пророки тоже. Мы все раб Аллаха. Он знает, кто, когда, что будет. Сионисты, они рабы тоже? Да, они, короче, они просто отвергают. Они, короче, Знаешь, Ахмед, сионист они Ахмед. принимают сатану, понимаешь? Сатану Сионист Ахмед, ты знаешь, кто в Бухаре построил исламский институт? Бухаре, когда построено, что построено, не знаю. Исламский институт кто построил в Бухаре? Ребята, вот здесь я знаю евреев, да, Видишь, ты сионист, ты не любишь. Послушай, выходцы от мусульманских стран, евреев, я знаю, они молятся, они не верят в Аллаха, они просто как бы не показывали себе, что там, они ходили в мечеть тоже, они, допустим, молятся, как это, они говорят, что, почему, я еврей, говорит, понимаешь? Я еврей. Ну, я просто говорю, как они падают на землю. Я тоже так падаю, говорит. Ахмед, вот ты веришь, да, там в свое, и очень ревностно относишься к вере. Я это очень ценю. Вот для этого, чтобы ты верил, для этого что, надо ненавидеть какой-то другой народ, другую нацию, людей других. Нельзя просто верить. Спокойно верить. Мы не имеем права ненавидеть. Видишь, он сионист, он не знает сура 5:51 аят. Он не знает 5-ю суру 51 аят. Где сказано, не берите, в 5-й сура 51 аят сказано, о вы, которые уверовали, не берите в друзья и помощники иудеев и христиан. Если вы это делаете, вы одни из них. Видишь, он сионист, он нас специально. Вот именно ты одни из них. Именно ты. Именно ты поддерживаешь. Именно ты поддерживаешь. Кого я поддерживаю? Вот тебя, они сиониста, поддерживаю. Вот они свидетели, доказательства, что Ленин, он мусульманин. Стоп, я не пойму. Ты обязан по своей вере ненавидеть других людей, получается, нет, что ли? Так? Нет. Аллах это не говорит. Аллах говорит, что хоть какая национальность, хоть какая вера, ты уважай его. Как нужно любить, уважаешь. да, сионистов любить нужно, говорит Аллах. Сионистов тоже надо любить. Видишь, он специально, ты хочешь мусульман, ты мусульман хочешь надурить, чтобы они сионистов любили. Уберите его, это сионист. Ты сам сионист. Ленин, извините, Ленин просто понял и увидел в религии серьезного конкурента своим происком. Поэтому он и начал уничтожать. Ребята, когда я учился в Советском Союзе, в школе, нам говорили, что Аллаха, Бога нету. Все создают только сами люди. Мы сами сила. Понимаете? Вы поддерживаете их. А вы дайте реально. Мы материально в мире живем. Дайте реально. Вот не абстрактно. Реально там спрашивают тогда у родителей. У родителей спрашивают тогда. Вам сколько лет? Я не знаю. Подождите, он спросил, мне через 2 года исполнится 60. Я все это проходил, я знаю.
А что тебе в школе не говорили? В школе не говорили, что они самые... Аллаха, Бога нету. Но вы докажите, что есть. Вы просто покажите, как-нибудь не словами. Вы просто покажите. Просто обозначьте. Обозначьте. Как? Обозначьте, просто как? обозначьте. Вот мы с тобой, от чего произошли мы с тобой? Откуда появились? Слушай, Мир, надо учить биологию, надо учить молекулярную генетику. Биология откуда взялся? От Корана взялся. Ну, все. Все, демократия, все. Вот этот сионист Ахмед, его не слушайте. Он говорит, чтобы любить евреев. Да. Вот провокация идет, вот действительно, вот это вот. Он Ты же сейчас сам говорил, что Аллах говорит, что он вообще, ты, оказывается, не мусульманин, ты кафир, ты ничего ты не веришь. Ты кафир. Сам ты не мусульманин. Ленина ты веришь, значит ты кафир. Подождите, а что делать с кафирами? Давайте, объясните значение слова кафир и что нужно предпринимать по отношению к кафиру. Который ни на что не верит, ни Аллах, ни Бога. Это его право, это его право. А для меня кафир, для меня кафир вы. Правильно, это его право. Да, слушайте, мы вас не обозначаем, мы вас выслушаем. Единственный Аллаха не верит, единственный Аллах. Выслушайте, немножечко выслушай, Ахмед, немножечко выслушай, вот просто имей терпение. Сабер, ты же мусульманин, Сабер, немножечко выслушай. Мы вас не обозначаем кафирами. Не говорим, что подлежите уничтожению. Не говорим, что их даже нельзя захоранивать. Вы нам насаждаете. Вы нас обозначаете врагами. Я еще раз повторяю. Не верьте. Вот они сионисты, как так говорят. И эти ваххабисты. А вы знаете, кто сионисты вообще? Вы знаете, что такое сионизм? Вообще, сионизм. Я знаю, вот сейчас в Палестине идет сионизм, фашизм. Вот это идет. Вы, значит, ничего не знаете о сионизме. Ничего, вообще абсолютно, вообще не имеете представления. Он специально, он делает вид, что он не знает, потому что он сам... Это беда, вот это беда. Я так понял, что он, вот Ахмед, дай бог всем здоровья, он в Азербайджане эту беду насаждает и в Азербайджан. Не нужно быть большим арабом, чем сами арабы. Слушай, давай так, сколько народов в мире? Вот есть чеченцы, азербайджанцы, все. Скажи мне, какой народ упоминается в Коране? Чеченцы упоминаются? Азербайджанцы упоминаются? Чё ты рвешь себя за арабов? Вот что ты рвешь? Где-то о твоей культуре, о твоей традиции, о твоем народе говорится? Говорится? Нет, подожди секунду. А бирдега даян, бирдега гулагасмена. Где-то говорится? Про твой азербайджанский народ, про твои традиции. Если есть одна строка, я извинюсь и скажу, учи, изучай и поклоняйся всему этому песочному пустынному, всему, что хочешь. И это для арабов. Не надо подвергать арабизации. Не надо, вот. Ты с Азербайджана, да? Ты с Азербайджана, да? Да, я просто на русском говорю, чтобы это было всем понятно. Я могу и на своем поговорить. Просто не хочу. Сейчас это не тот стрим. Ты мусульманин вообще, нет? Нет. Что ты считаешь мусульманином? Что ты считаешь мусульманином? Ты сначала обозначь, что ты считаешь мусульманином. Единого Бога верит. Единого. Обозначь мне его, пожалуйста. Вот обозначь. Вот смотри, обозначь просто. Просто обозначь. Скажи, вот оно. Вот. Все абстрактно. Единого Бога верит. Аллаха, единство. Иудеи Он тоже один. верят в единого Бога. Они мусульмане, получается, или нет? Нет, они не мусульмане. Беда. Ну, вы же сказали, что они должны верить в единого подождите, Бога. они никакой самый пророков они не верили, убивали и до сих пор не верят. До сих пор они не верят, понимаете? Ребята, они нас, вот именно Ладно. они евреи, нас считают... Хорошо. Ладно, извините.
Извините, просто я хочу один вопрос задать. Давайте так, вот мы не оставим в покое всех. Традиционно кавказские моменты, отношения к женщине, уважение к матери, к девушке, окей. Вы можете мне показать в Коране хотя бы одну строчку, чтобы было написано, что делать с людьми, которые там изнасиловали женщину, подвергли ее насилию? Можете показать? Есть это в Коране? Есть защита женщины? По какому закону? Какому закону? Давайте о Коране говорить. Говорите, знаете как, говорите так. Шариат что говорит? Я извиняюсь, короче, Коран наизусть, это самое, не знаю, это самое. Я сразу же признаю. Не надо. Дорогой мой соотечественник, не надо поклоняться ты тому. задал, теперь слушай, да? Да, пожалуйста. Вопрос задает, потом сам же отвечает или не дает говорить. Пожалуйста, говори. По шариату, ребята, по шариату. И ты, у них есть, не говоришь, как нас учили по Советскому Союзу. Вот они, короче, бандиты, террористы, террористы, они придумывали, это же сионисты. Сионисты придумывали. Опять. Надо же на кого-то свалить. Надо на кого-то. Так, шариат кто придумал? Шариат Аллах придумал. Кто придумал? Не надо говорить, да так? Вот вы вообще Аллах не мусульманин. придумал. Вы вообще не мусульманин. Коран откуда? Кто написал Коран? Кто прослал? Аллах прислал. Смотрите. Про Коран говорите. Я поэтому вам сказал. Отвечайте так. Вот вы не правы. Вот есть такое, что кто посягнет им на насилие по отношению к женщине, вот вам сура, вот вам аят. А шариаты, хадисы, всякие эти оставьте в покое. Как тебя зовут? Разницы нету. Здесь написано дед. Дед. Вот, дед, послушай, дед. Ты, значит, я тебе гарантию даю, ты еврей, Азербайджан. Разница, мы говорим не о деде, мы говорим об исламе. Говорите об исламе. Мне не интересен дед. Ксенофобия. Вот здесь сидят, сидите. Нам не интересны евреи. Говорите про ислам. Грязным кидаетесь в эту... Он врет, он ислам, ребята, ислам. Он вас обманывает. Самая последняя вера. У сионистов самая чистая вера. У них нет проблем. Они сами свои проблемы решают. Вы к ним лезете. Вот они сидите вот здесь. Откуда там сионисты? Сидите вот здесь. Кто? Он американский сионист. Не верьте. Тебе надо верить, да, кафир? Тебе надо верить. Ты считаешь, что сионистом может быть только еврей? Да. Вот смотри, еще одна сионистка. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем доброго вечера. Вот исламская сионистка. Шалом алейкум. Шалом. Ахмед, уважаемый Ахмед, скажите, пожалуйста, а вы знаете значение слова сионизм? Ахмед? Он уже несколько раз... Нет, сейчас погуглит, подождите, немножечко погуглит. Подождите. С интернетом проблемы. Гуглить надо еще уметь. Очень хотелось бы услышать от вас ответы, уважаемый Ахмед. С интернетом у нас проблемы. Да. Я слышу вас. Вы слышите меня? Скажите, пожалуйста, что означает слово сионизм? Будьте любезны. Сионизм? Да. Самые конченые братцы. Хорошо, а значение слова? Значение слова скажите. Которые сейчас, которые родной мой, никому не зайка моя, киса за рыбка, пупсик мой, птичка моя, рыбка моя. Скажите, пожалуйста, родной мой. Я не твоя рыбка. Киса за рыбка. Киса за рыбка. Скажите, пожалуйста, значение слова. Что означает само слово? Кошка само ободранная. слово. Какая киса?
Он, по-моему, Нетаньяху сюда зашел. Мне кажется, он выпил храброй воды сегодня. Очень смелый молодой человек. Он не очень просто смелый. сионист, он не просто американский сионист, он Нетаньяху, который косит под Ахмеда. Вот, предположим, что полное предопределение Аллаха. Теперь у него с интернетом проблемы. Это кто виноват, значит? Аллах, конечно. Это все по воле Аллаха. Сионист. Все по воле Аллаха. Подожди. Вот вы здесь сидите, все сионисты. Мне одного Пупсик говорите мой, сионист. скажите Я вам мне, пожалуйста. доказываю. Пупсик, Одни вы умные. Алло. Вы не отвечаете на мой вопрос, а вопрос на самом деле очень простой. Что означает слово сионизм? Сатанизм. Сатану верят они. Родной мой. Сатану верят они. Самый сексуальный мужчина в мире. Скажите, пожалуйста, что значит сионизм? А слово Сионизм, я еще раз говорю, сатанизм. Это ваша личная интерпретация? Нет, не личная. Это ваша интерпретация? Мировой. Это вы так решили? А покажите, вы можете? Ихний нет слова в русском языке. Ихний нет. Подождите. Но подождите, пожалуйста. Евреи, которые Подождите, сатана, не сатана. Хорошо, послушайте меня. Я вам еще немножечко урок русского языка преподам. Ихний нет такого слова в русском языке. Хорошо? Есть слово их. Окей? Это вам на будущее. В сионистском языке есть слово ихний. В сионистском. Ребята, пока не поздно, кайтесь. А кому каяться, скажите? Рано и поздно мы все умрем. Ты Вы все знаете, что мы не умрем. прочитал, ты нас Чтобы там обманываешь. в аду не сгореть, в аду. Пока не поздно, вы... Первый, давай. Давай Первый, сейчас мы за здесь тобой. вот кафиры собрались, и если ты не сионист, прочитай Фатиха Сурум, они будут повторять за тобой. Иди отсюда, ты сионист. Ты самый первый сионист. Не, я первейшина. Я самый первый сионист. Я стесняюсь спросить, а на какой фабрике вас сделали, уважаемый Ахмед? На сионистской. Вас? Пришел лицоне. Меня нормальная фабрика сделали. Турецкая фабрика. А у вас все сатанинская понятно. фабрика. Весь ширпотреб обычно идет из Турции. Барахло. Да. Все барахло. Они против стоят сатанизму. Поэтому Вот я нейтральный человек. Вы унижали здесь час целый еврейский народ, сионистов там. Что вы ждете в ответ? Я еще раз говорю, Что вы ждете в ответ? Он может унизить только самого себя. Сионисты это сионисты. Не Вас все слушали. евреи, говорю я. Все Есть евреи. нормальные, отличные Ахмед, евреи, почему вы верующие. кричите? Верующие, Ахмед, а почему нормальные, вы отличные. кричите? Почему вы нервничаете? Потому что со всех сторон меня, давит. Кто на вас давит? Никак не Кто вас унизили. давит? Сколько вы говорили целый час здесь. Вас никак не Кто унизили. Вы слушали. Кто на вас давит? Окей, я молчу, Зачем на тогда вас говорите давит? вы. Тогда я молчу. Говорит, Да, значит, я сионист. отдохните. Я Ахмед, сионист. Вы нормальные скажите, люди. пожалуйста, у вас Говорите рядом так. есть турецкий чай? Турецкий чай есть рядом? Выпейте чаю. Позволите Турецкий мне... чай, турецкий кофе, и все есть. Позволите мне обратиться просто, да, вот вполне серьезно, взрослые люди, можно вот потихоньку просто вот будем говорить. Очень приятно, я благодарен, вот, кто открыл этот стрим здесь. Я просто хотел спросить, Ахмед, скажи мне, пожалуйста, а сколько лет ты в исламе? Пожалуйста. Как родился? Просто... Ну, ладно, без Я очень утрирования, сильно да, сомневаюсь, что давай он в без исламе на утрирования. самом деле. Не, ну просто, я хочу просто знать. Ну, в советское время ты не мог быть, потому что за это ты уж сам говорил, вас карали, не двигался, там, в общем, ничего нельзя было, там, унижали, там, я не знаю, что там делали. Ну, сколько лет? Ну, 5 лет, 10 лет, ну, сколько лет? А можно ему вопрос по исламу Я задать? хочу, дайте, Как я разрешите ему мусульманином ответить. стал, что ли, или как? Да, когда мусульманином стал?
Как я себя помню, как родился, так я мусульманин, альхамдулилlah. Мои родители, деды, все мусульмане были. Альхамдулилля, Ну, все скажите, ясно. Очень Ахмед, сложно. скажите, пожалуйста, если вы мусульманин, вы можете мне, пожалуйста, объяснить 4 суру, 24 аят? Нет, я не смогу. Почему? Потому что я не читал, я же говорю, не читал Коран Так вы же, альхамдулилля, мусульманин. Я мусульманин, альхамдулилlah. Я мусульманин. Альхамдулилля, да. Вот, Да. очень. Да, очень 4, да, сложно. печально. А скажите, а 9 суру, 29 аят можете Ни объяснить? 9, ни последний, ни самый. Я вам Не-не-не, А это почему? бесполезно, это бесполезно. Пожалуйста, не забрасывайте тем, Я чем просто- человек пришел, не знает, что он защищает, о чем он говорит. Это, может что быть, он- может, мы ему Я, стоит который, научить я его? что защищаю, который, что я вижу, что я слышу. Ну ничего, да, то есть ничего страшного, Ахмед, ничего страшного, что ты, будучи мусульманином, Просто мне сказали, вообще ничего не знаешь. какой, дед, по-моему, или кто там он, ваххабист, он говорит, Вы это самое, ваххабист? какой, Ленин говорит, он мусульманин, блин, вот это смешно, Ленин, он мусульманин, он любимец Аллаха, он не дает его Это гнить. сионист верит, что скилла пророков не Его гниют. не Вот дают так вот гнить, я их понимаете, вычисляю. вот смешно, блин. Вот так вот сионист я вычисляю. Ахмед, Они успокойся, еще мне Ахмед. говорят, что Ахмед, успокойся, пожалуйста. вот доказательство, вот Ахмед, доказательство. Вот дай пару доказательство. слов Ахмед. сказать. Смотри, Ахмед, если какой-то человек, какой-то персон для мусульман что-то сделал хорошее, он хороший человек? Не только мусульманин. Послушай. Не, именно для мусульман. Послушай, ответ, вопрос я же- задал, послушай теперь. Вот в мусульманстве есть, даже не только мусульманство, есть христианский написано, по Библии тоже. Одного человека ты убьешь, ты считаешь, что весь мир убил, грех заработал. Одного Я сказал человека... про убийство. Про убийство я не говорю. Одного человека сделал добро, ты Ахмед, считаешь, что весь Ахмед, не орите. людям ты сделал. Смотри Ахмед, тогда, смотри. Для мусульман вот эта Екатерина II открыла муфтият. Это хорошая женщина, что она это сделала для нас. Иначе у нас не было бы муфтията, понимаешь? Она это первая сделала, додумалась до этого. А вы знаете, вот я еще хотела добавить, Ахмед, что здесь ребята сидят, очень знающие, они Коран знают от корки до корки. Если вы к ним обратитесь, они обязательно вас научат. У Ахмеда просто, поверьте, раздвоение вот в личности, да? Он где-то сионистский Кораны не читает. Он подсознательно понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. Но еще в нем другая личность, которая фанатично верит в то, во что он не знает. И говорит то, о чем не знает. Давайте я дам ему психологический портрет. Вот этот человек, он по своей натуре вообще, вот если бы встретились с ним где-нибудь, он бы вам и помог, и вас бы гостеприимно там принял. Да, и все. да. Но вот здесь в интернете он сел, и вот это вот, то, что там ОРТ головного мозга, да, он это берет здесь, выплескивает, и это очень вредно, потому что молодые потом слушают это. Ахмед сам никогда там и мухи не обидит. Вот, я об этом и говорю. Практически почти одно и то же. Да, вот. Поэтому, Ахмед, а что у него телефон, говорю, микрофон закрыт. Ахмед, у тебя микрофон закрыт, да? Или вы закрыли, если я как бы не против, если он сам там? Он азербайджанец, да? Я не закрыл. Я здесь час слушал, какой вы добрый человек. Нет, ребята, надо мной не надо смеяться. Ахмед, вы азербайджанец? Нет, извините. Турок. Ахмед, просто вот я говорю, вы когда говорите, вы просто иногда говорите, не иногда, а всегда говорите то, о чем не знаете. Рассказали нам про Коран, который вы не читали. Выслушайте. Вот здесь, ребята, про Коран, который вы не читали, не открывали. Ладно, оставь. Вот да. здесь А про Библию, вы сказали про Библию. Может, знаете, сколько Евангелий?
мне, короче, помогли и помогают, и помогут. Не только мусульмане, любой нация, любая верующая, да. Я тоже самое, я помогаю, чем могу. Хоть деньгами, хоть физически, хоть морально. Только не евреи. Рад, когда человеку помогаю, я радуюсь. Человек, понимаешь, человек. Не имеет значения, какая вера, какая национальность. Мы люди. Мы должны помочь друг другу. Мы Вот должны уже понять. на путь истинный, вот сейчас уже истина Я истинный пошла. вообще на пути. Вы станьте на путь истинный, вы. Вот, смотрите, если человек, вот здесь есть люди, которые, как вы, верили, потом они стали читать Коран и увидели, что то, чему учили их родители, отцы, это не соответствует их ценностям. Там другое написано совсем, а вы говорите, не читали. Это бред. Как бред? Я не читал, я слушаю. Я открыл, сам проверил. Это бесполезно. Есть самые же сионисты. Другая пустили тема. Другую книгу, вот это Ахмед, написали. Ахмед, я вас спускаю, я вас спустил. Вы, если слушаете дальше, всего вам хорошего, здоровья вам, берегите. И я извиняюсь, что я там шутил здесь полчаса, да? Ну, просто, вот как я говорил, психологический портрет этого человека, он сам и мухи не обидит, да, там, он где-то вот это понаслышался каких-то этих, и сидит в интернете. Да, в интернете это дальше гонит, но это очень вредно. Вот то, что он делает, это вредно, потому что другие люди, там, молодые люди, которые вот это будут слушать, они как бы все равно, когда со всех сторон взрослых людей видят, которые хоть и пургу несут, да, вот это вот говорят, они уже по-другому к этому относятся. Он-то просто поговорил сейчас, отряхнулся, пошел, и он там и муху не обидит, и никому ничего не скажет, там, не сделает, да, там, и так далее. Но вот другие, да, которые его послушают, и они по-другому, да, и будут по-другому относиться, да, вот они уже... Молодежь. Да. Вот как-то так. Вот если ты слышишь, Ахмед, задумайся вот так над этими словами. Да, русские пошли войной туда, они ее купили за 100 рублей. Это все ихняя собственность, что бы это ни было. Но смотри, они не сожгли ее, не выбросили. Просто копии сделали и отправили. Разве это не хорошее качество человек сделал? У него может быть какие-то грехи. Понимаешь? Он тебя не послушает. Ему вообще в своей жизни он не то, что Коран там, ни одну, ни книгу, наверное, не прочитал. Да, это вообще другая чуть-чуть тема. Это, Ибрагим, это несчастные люди. Вот честно, прям искренне, без сарказма. Это несчастные люди, несчастные. Люди несчастные те, которые не пытаются использовать именно свои мозги, да, чтобы проанализировать ту или иную ситуацию, которая происходит в мире. Они используют чужие мозги, которые, к сожалению, тоже пропитаны пропагандой. Вот и все. Нужно учиться использовать именно свой мозг и думать своими мозгами, вот просто хладнокровно посмотреть на ситуацию, да, отложить все предрассудки религиозные, политические, просто посмотреть на ситуацию вот холодными мозгами, скажем так. Тогда все станет на свои места, мне кажется. Все будет понятнее. А все потому, что даже веря в религию, да, они не читают ни Корана, ничего абсолютно, где можно почерпнуть и что-то действительно реально полезное. Да, печально, но что делать? Таков наш мир на сегодняшний день. Мало кто использует свои мозги. Знаешь, как телевизор надевают на голову. Есть такой певец, если вы знаете, наверное, кто-то слышал, Noise. Вот у него есть прекрасная песня, называется «Лебединое озеро». Вот, по-моему, так. «Лебединое озеро», по-моему, называется. А там, правда, идет акцент на
конфликт между Россией и Украиной, но тем не менее из этой песни вот очень много чего понятно становится. Не надо, ни в коем случае не слушай эту песню, Ахмед. Это сионистская песня. Не, вот вы заметили, из всего ислама он знал только ненависть к евреям. И все, больше из ислама он ничего не знает. Да. Абсолютно. Абсолютно. Не интересовался там ничем. Просто он послушал вот эти, да, там. Всякую. Знаете, что интересно, Ибрагим? Что вот вы вроде как открываете, да, у вас чеченский стрим, да, в основном вот ведущий он чеченец, ребята чеченцы собираются. И вот как не зайду, у вас все время идет тема сионизма. Тема евреев постоянно. Я просто в шоке. Нет, я отчасти понял его, просто нам непонятно, потому что в его идеологии, когда ему сказали «ты сионист», в нашей идеологии его никак не обидели. А в его идеологии это ему типа сказали «ты самый плохой человек», он поэтому стал возмущаться. Сам себя он как бы... Львица, вы до того, как вы вошли, у нас тут весело было. Я его обвинил в американском сионизме. У него что не спросишь, он сразу вы сионисты. Во всем евреи виноваты. Это же, в принципе, я сейчас, знаете, в Греции отдыхаю с семьей. И вот мы здесь путешествуем по островам греческим. Вот мы уже посетили 4 острова. Ну, один из них не жилой, правда, один остров — это просто археологический такой сайт, Делос. А вот остальные островы — Санторини, Миконос, вот сейчас мы на Нексусе. И чтобы вы понимали, вроде как христианский мир, полностью христианский, очень много церквей маленьких, красивых, очень много. Но везде расклеены. Мы с мужем ходили и срывали просто пластилина, это, да, Free Palestine. На каждом углу написано Free Palestine. Вот эти вот наклейки везде. Просто кошмар какой-то. Как бы вроде же христианский мир. Должны понимать, да, что и у самих проблемы с Турцией большие. Как вообще так может быть? Вот я это понять не могу. В Наксусе хороший, там есть такое место Портара. Да, мы там были. Да. Я сделала очень красивую фотографию там, где солнышко внутри этих ворот. Когда закат. Очень красиво, конечно. Греция шикарная. Ребята, рекомендую. Вот, кто не был, вот так вот прыгать по островам. Очень красиво. Рекомендую. Никто там не клеит, да, наоборот, наклейки. Там Хам Израиль и все такое. Нет. Показывает уровень развития. Вообще ничего. Уже не надо ничего. Зачем? Вот, кстати, был один магазинчик, очень же много туристов, очень много этих сувенирных магазинчиков. И, значит, мы с дочкой подходим в один магазин, хотели там купить подарочки друзьям, то есть сюда. Вот. И мой муж такой стоит в стороне и потом говорит мне: «Вика, ничего здесь не покупайте». Мы такие: «Почему?» Знаешь, смотрим так. Он говорит: «Смотрите, мы поднимаем глаза наверх, а у него сверху большой палестинский флаг висит просто над дверью». Но зачем превращать свой бизнес? У тебя туристы, тут очень много израильтян в Греции, очень много приезжают, да, тут лететь, там, я не знаю, час до Греции. Зачем превращать свой бизнес в политику? Кока-колу продавали там? Да, Кока-колу продавали, да. Продавали, но вот это вот зачем? Как бы, ну вот мы бы оставили тебе наши деньги, а так мы просто развернулись и ушли. Это местный был, да, владелец лавки? Да, но местный, маленькая лавочка, маленький сувенирный магазинчик такой. Прям это самое интересное, что это деревня в горах. Мы поднимались, тут же все горное, поднимались на самый верх, там красивая маленькая мраморная деревня, там все из мрамора. Вообще здесь очень много мрамора.
Вот, очень красивая. И маленькая лавочка вообще там где-то там в каких-то маленьких уличках, знаешь, и вот зачем это нужно? Ну, ты так думаешь, окей, нормально. То есть как бы любой человек имеет право на свое какое-то мнение. Но зачем превращать свой бизнес в политический? Это уже пропаганда. Зачем? Непонятно. Зато в Болгарии нет этого. Я только что вернулся с Болгарии, там прекрасно. Прекрасное отношение. К израильтянам великолепно. Везде. Что северная Болгария, что южная, что центральная. Мне, понимаете, что непонятно, то, что это очень христианская, достаточно верующая страна. Да, и вот, будучи христианином, я же сейчас, наверное, повторюсь, имея как бы конфликт с Турцией, да, там Турция забрала столько греческих земель, они мусульмане как бы, плюс то, что написано про христиан в Коране, то, что мусульмане думают о христианах, ну неужели это как-то никакой звоночек в голове не дает? А он сам, думаешь, христианин был? Да, я не конечно, уверен, христианин. Да, я христианин, слушайте. Я христианин 100%. Тут вообще мусульман нету практически. Я не видела только туристов парочку и все. Вот я сейчас был в Болгарии, Велинград город такой. И там, это Южная Болгария, и там очень-очень-очень много бывших, потомки османов. И у них там мечети стоят, и рядом с минаретами церкви стоят. И рядом с нами была турецкая семья, потомки только. Если вы услышали, как они тепло отзываются об израильтянах, о евреях, я был просто ошарашен. Это раз. Несмотря на то, и о христианах тоже, кстати, несмотря на то, что в Софии было 92 мечети, и те времена еще при царе Александре II, потом Александре III, снесли 90 мечетей, и осталась одна мечеть на улице 4 религий. Это течение, это ислам, это иудаизм, католицизм и христианство. И именно вот в этом месте. Да, именно в этом месте. Но больше мечети вот такого, наседания ислама или иудаизма или христианства нету. Я не знаю, Болгария, или мне так показалось, супертолерантная страна, супер. Вот в Израиле, да, в древнем старом городе, в Иерусалиме, там 4 квартала. Иудейский квартал, мусульманский квартал, армянский квартал и просто христианский квартал. Вот, и как бы нормально же все вроде бы, да? Конечно, но ведь никто в это не верит. Мы же сатанисты все. Никто в это не верит. Все вранье это. Все говорят вранье. Все это ерунда, и все арабы у нас ходят в цепях с загнутыми руками. Все арабы, мусульмане сразу говорят, а как вы плюетесь в христианских монахинь? Да ерунда это все. Ну, есть такие вот эти 2 придурка, которые оплевали, но никто же не говорит, что потом, что их забрали в каталажке. Никто же об этом не говорит. Понимаете, в чем дело? Я объясню, как я это вижу. Когда заходят, это в основном протестанты делают, да, вот подходят к еврейской ешиве, да, где обучаются еврейские мальчики, да, религиозное место. Приходят туда христиане под эту ешиву и начинают свое вот это миссионерство у религиозных евреев. Начинают это миссионерство, начинают распевать свои песни, начинают кричать в микрофоны «Jesus is God», туда-сюда. Естественно, это как провокация. Такое делать нельзя.
я вообще против любого миссионерства. Так нельзя делать. Вы приходите вместо другого вероисповедания и начинаете вот это вот деятельность свою. Это неправильно. Соответственно, будет какая-то там, возможно, немножечко даже агрессия. Так не надо туда идти, не надо этим заниматься. Кто-то игнорирует, а кто-то более радикальный может как-то не очень хорошо отреагировать. Не нужно создавать эту провокацию. Я это так вижу, может быть, я не знаю, кто-то со мной не согласен. Это грубое нарушение. Нельзя кого-то заставлять быть иудеем и так далее. Во-вторых, когда мне начинают говорить, что у вас, у евреев в Израиле страшно идет сегрегация, вот слово именно вот говорят сегрегацию у вас, именно так и говорят, то я говорю, да, я согласен. В Израиле есть очень большая сегрегация, но кого? В самом еврейской стране есть сегрегация евреев. Они говорят, как это так? Я говорю, на Храмовую гору разрешено подниматься практически любой вероисповеданию, любому, кроме евреев. Кроме евреев, да. И еврею запрещено даже рот открывать и про себя молиться. За это... Вы помните, была ситуация несколько лет назад, которая спровоцировала большой конфликт, кстати. Я сама не живу в Израиле, но про эту ситуацию я знаю. Это был Песах, да, еврейская Пасха. И один еврей поднялся на Храмовую гору, и шепотом, вот, чтобы там помолиться или что-то. Ну, короче, нарушил вот это все, что ему туда нельзя было. И израильские солдаты или израильская там полиция, его скрутили. Но когда они туда шли, они же проходили через все вот эти вот, через Аляксу, через купол скалы. И, соответственно, арабы, которые там начали бросать в них камнями, спровоцировав вот эту вот всю там не очень приятную ситуацию, да, потому что начали бросать в них камни, коктейли Молотова туда-сюда, и, соответственно, там пришлось это как-то утихомирить, ну, немножечко такой скандал спровоцировалось из-за одного человека, да, вот можете представить, насколько евреям нельзя там появляться. Вот они во избежание конфликтов вот этих, они пытаются как можно, не знаю, как можно контролировать это. Да, это так и есть. И когда об этом говоришь, говорят, твои, ну, я не хочу говорить, жидовские сказки. Все это ерунда. Ну, от Шарона вообще вторая интифада. Если помните, в 2005, по-моему, году Шарон поднялся, и вообще началась интифада. Вторая интифада. То, что он поднялся на Храмовую гору. Вот. Ребята чеченцы, а что вот здесь вот Мага написал? Что-то там джукти я поняла, а все остальное нет. Кто-то может перевести? Кьяр джукти кьордина. Что это значит? Ну, я лично лучшего мнения было о мусульманах. Вот, я просто поражен этим человеком. А что это значит вообще? Наши чеченцы любимые спят, по-моему. Доходит до такого вот, Стелла, что в тот раз мы сидели в чате, посвященном Палестине. Здесь были наши люди советские со Средней Азии. Они там всячески за Палестину топили, что типа миролюбивый народ, такой хороший. Потом зашел палестинец, араб, который еле-еле по-русски говорит, и начал, наоборот, зарывать. Стал всякие гадости говорить про евреев. То все это на смарку пошло. То, что говорили вот эти азиатские мусульмане, им пришлось замолчать и выйти всем. Такие вот... То есть он даже не осознает, что сам себя закапывает, по сути. Anyway, ладно, ребята. Кто рядом со мной? Нет. А кто рядом со мной? В смысле, кто рядом со мной? Не поняла. В смысле?
Мусик? Надоели мои вредные. Кто Мусик? Где Мусик? Абрек это Мусик? Да евреев, мага, евреи всем надоели, говорит. Я просто тут шумел, короче, поздороваться хотел. Не успел. Мусик, это ты, что ли? Да, здравствуйте всем. А что ты молчишь, шифруешься Я здесь, шумел тут как раз, короче, не хотел микрофон включать. А что ты вдруг абреком стал? Скажи мне, пожалуйста. Ну, у меня этот телефон тот, короче, поломался, я другой аккаунт сделал. Мусик, У меня как нету ты? пароля зайти в старый аккаунт. Машо, Мусик. Как ты? Холомчик. Кстати, шаббат же, да? Да, да. Да, чё, как ты? Ничего, все, слава Богу. Твоими молитвами. Да, рад тебя видеть. Взаимно, дорогой, Ты где? взаимно. Я в отпуске сейчас, я в Греции. Ничего себе, ты с Америки в Европу прилетела? Да, с горем пополам, ненавижу летать. Ты недалеко от Германии. Да. Но мне до августа надо подождать, я пока не могу. Ну, у меня такой короткий отпуск на 10 дней. Мусик, рада тебя слышать, дорогой. Я Тебя тоже. всегда рада слышать. Давно тебя не видел, не слышал, взаимно. Ну, ты вот ходишь под ником Абрек, вот как понять, что это Мусик? Я сделал его недавно. Мы с Ниной созвонились, и я его недавно этот аккаунт сделал. Вот если бы Нина не подсказала, я бы не знала, что это ты сидишь тут зашифровался под Абреком. А я тебя увидел, зашел просто, я тут шумел, у меня же шпиц. Вот тут движуху навел, просто мне это, хотел поздороваться с тобой. Рада тебя слышать. Взаимно за тебя Да, тоже. всегда. Живо, здорово. Слава Богу, да. Да. Чё, как Хорошо, там? ладно. Ничего, пойду уже спать. Завтра, я сейчас в гостинице, мы завтра уже отсюда выезжаем. Нужно запаковать шмотки, идти спать, рано вставать надо. Хорошо. Вот. Хорошо, вечером. Окей, хорошо, ребята. Давайте вам всем спокойной ночи. Спасибо большое за общение. Извините, меня здесь, наверное, было немножко много. Я извиняюсь заранее. Все, давайте. Все нормально, до свидания. Шариат лучше, оказывается, чем демократия, вы знаете? Я только не понимаю, почему мусульмане с Европы не едут тогда в Афганистан. Массовой миграции нету. Нет, они едут в Европу, чтобы в Европе неправильная демократия, искаженная. Они едут туда, чтобы установить правильную исламскую демократию. В Афганистан превратить, что ли? Так получается? Ну, что было хорошо, как в Афганистане. Чтобы так же вольно дышалось, как в Афганистане, в Пакистане. Почему нет? В Афганистане же лучше, чем в Европе. Гораздо. Да, я тоже так считаю. Там вот парады всякие, вот это вот Европа, вот это всякое делает. Другое дело в Афганистане, там, как положено, мальчики там танцуют в центре города, и нормально все. Аж с X века. Поэтому это древние ценности. Почему за это? С X века. Очень, очень хорошая программа. В Европе надо вести. В гей-Европе. Почему нет?
И будет все хорошо, и будет справедливость. Ведь талибаны это же студенты. Они будут всех, переводятся как студенты, будут всех учить правильной жизни. Почему нет? Почему нет? Вот сейчас Россия с талибаном заключила очень дружеские отношения. И в России будут учить. Почему нет? Еще учеными обмениваться. Какие ученые знаменитые в Афганистане? Все знают на весь мир. Истинные, там истинные ученые. Не надо быть известным. Там истинные ученые. Им известность не нужна. Не нужно. Они скромные ребята. Поэтому известность не нужна. Абсолютно. Химики, наверное. Вот, там целые химические поля есть. Вот рядом с Таджикистаном. И часть на Таджикистан заходит. Через горный хребет. Там очень много химических полей. Очень много. И там вот практика химические, лаборатории есть всякие. На весь мир известны. И в Пакистане тоже. Мне так еще нравится... Нет. Очень сильные, там очень сильные химики, очень сильные. Там говорят еще этот, как андронный коллайдер, там, но этот неофициальный. Ну, построили. Да. Это сионисты запретили говорить в СМИ. В СМИ они запрещают, все контролируют, поэтому они запретили. А так там очень развита наука. Ну, этот андроидный коллайдер, прямо он заходит, немножко захватывает Чуйскую долину в Киргизии. И там в этой Чуйской долине очень сильные ученые тоже есть, очень сильные. И они там гоняют по этому коллайдеру все молекулы, разгоняют до невероятных скоростей. То есть по всем центральноазиатским странам запрыгивает даже до Америки. Так что зря смеются над ними. Там очень сильные ученые. Поверьте мне, я сам оттуда родом. Там всю жизнь была очень сильная химия. Особенно женщин там много ученых. Их вообще там права женщин уважают. Чего уж говорить. Конечно, особенно в Афганистане им учиться разрешили. Им стипендии повышенные платят женщинам. Нет, там не только... Там не столько уже, там только недавно мужчин приравняли к правам женщин. Там мужчины были ущемлены. Абсолютно правильно. Абсолютная правда. Это вообще матриархат был до недавнего времени. И также во всех странах, конечно. Я не знаю, что... Скоро везде. Сионисты негодяи. Я все жду, когда придет сюда. Скоро придет. Ничего. Тоже изобрели вот эти изобретения, вот телефон, все это. Нет, а кому это? Это сионисты специально сделали эти изобретения все. Всякие гаджеты, всякие эти... чтобы разрушать, чтобы влиять миром. Это специально все изобретено, чтобы влазить каждому в карман, каждому в дом. Вот эти телефоны, эти материнские платы, это все гадских сионистов, эти проделки. Поэтому надо быть всем осторожным. Обязательно. Вообще... Вот Ахмед был здесь, вот этот участник, вот видите, как его телефон испортил? Юлий, вы вообще знаете, кто был первым в мире космонавтом? Нет, ну вы, конечно, так говорите, что там вообще нет ученых, но
средние века действительно были ученые оттуда хорошие, там, Аль-Бируни. Но Аль-Бируни не был мусульманином, он был сторонником манихейства. Да. Ну, как говорится, знаете, что такое манихейство? Я врать не буду, я не знаю. Манихейство – это учение, можно сказать, оно сочетает в себе и христианство, и зороастризм, и там буддизм. То есть такая смешанная религия. Я вот раньше, честно скажу, тоже был под влиянием вот этих вот. Когда изучать начал ислам, я был под влиянием общественности, вот этих, как сказать, групп ихних, где там тоже говорилось об то, что чуть ли шахматы, ноль они изобрели. Но потом я выяснил, что это все из Индии. Ну, мне даже смешно, потому что я сам чуть ли не защищал это, честно скажу. Но потом выяснилось, я стал дальше интересоваться, то есть в этом ли только как бы пропаганда. Выяснилось, что там и в другом есть, потому что вот ученые, которые якобы исламские, некоторые, они вообще строили свои учебные, скажем так, вот эти ученые свитки у них написаны на основе зороастризма там и прочего, на основе библиотек, цивилизаций, оставленных, которые захватывали, в общем. Вот. То есть их знания построены на других культурах. Вот. Но, предположим, это не так. Предположим, я заблуждаюсь. Тогда, после захвата, предположим, правда, был расцвет ислама и все прочего, там были ученые, свобода, а потом почему-то это перестало. Ну так уже исламу с этих лет 1000 лет. За 1000 лет я не вижу, чтобы ислам способствовал какому-то научно-техническому прогрессу. Вот. При всем уважении к мусульманам, может быть, он способствует там чему-то другому, я не знаю, но точно не научно-техническому прогрессу. Ну, величайшим там считается, конечно же, Хорезми. Это, конечно, математика. Но, конечно, смотреть последние сотни лет, они погрузились в радикальный исламизм, а это, конечно, их очень отодвинуло назад. Что мешает в данный момент, вот, например, там Саудовская Аравия, как бы они не бедствуют страны, да, там, Аравийского полуострова. Вместо того, чтобы вкладывать деньги куда-то в будущее, в научно-технический прогресс, я вижу только вот на всякие игрушки тратить, при всем уважении к ним. Вот. Но люди этого не видят, вот, восторгаются даже, вот опять же, даже на пропаганду они тратят, на вот эту, какие они великие. В чем величие? Купить какой-то суперкар там или там заказать в Малайзии небоскреб там, да, где-нибудь в Японии, чтобы построили здание им, и все. Я не вижу в этом величия. Не понимаю, что им мешает. Ими опять сионисты правят, что ли? А Саудовская Аравия или что? Просто... В общем-то, довольно зависимы от США. Просто их ментальность такая, что вот... И в Иране там, я не знаю, что... Разработали в Иране какое-то свое вооружение, танк. Посмотрите, Израиль за столько лет уже что только не создал своего. И танки свои, и ракетные системы, оборона там и все такое. Иран независимый относительно уже сколько? 30-40 лет при аятоллах. Что они там создали-то? Совсем малость, да? Все тратят на что-то.
Нельзя в таком обществе несвободном, оно не способствует научно-техническому прогрессу, где ты придешь к Аятолле и скажешь что-то, он скажет, а ты кто такой, почему ты мне решил указывать? Я вот так это вижу. Ну там, я, конечно, утрирую, но в целом, даже на низком уровне, к кому-нибудь придешь что-то сказать, я думаю, не поздоровится. То есть этот авторитаризм, он транслируется сверху до самого низу. У них есть прогресс. Они запрещают все женщинам, там, естественное право самоопределения человека запрещает. Диктатура, так скажем. Ничем не отличается от фашизма, там, расизма, там, от всего всякого. Ну так в других идеологиях хотя бы там что-то есть, какие-то допуски. Человека там изобразить, да, там, например, юмор какой-то там, художество, поэты там. А у них, смотри, у них спокойно веков вот это осталось, вот это имперские взгляды. У них там всякие империи менялись, там, на персидскую, там, сасанидскую, там, на то, это там много я про них читал. Всякие империи менялись, у них вот формировался, кто во главе придет, вот, они там сейчас там, под этой эгидой там шариат или там ислам, там всякое то, чтобы этот самый придумывают себе всякие названия и контролировать людей, территорию. Верхушка себе там кайфует, остальные должны быть рабы там, понимаешь? Никакого свободы. Вот это, журналисты у них все полностью под властью, все, короче. Ну, это временный успех, понимаешь? Это все империи. Там может, окей, ладно, 300 лет будет, но в один день все разрушается на таком, который они построили. На крови, на насилии, на это все. Это рано или поздно приходит конец ему. Ну, конец бывает он ужасный. Да там проблема, я вижу, что нет личностной свободы. Другие страны ничуть не лучше, там тоже, да, есть Нет, право сильного. Оттуда здесь в Германии тоже есть. Я еще до короны занимался, в спортзал ходил. Там ребята тоже были из Ирана. С ними общался. Ну, там много чего рассказывают, как у них, что происходит там. Ну, как эти пришли. Вот эти исламисты, у них власть как взяла в руки. Хоть что-то хорошее есть там, чтобы я мог сказать, ну, потерплю ради там чего-то. Есть для управляющих лиц, администраторов, там, которые владеют этим всем, руководят. Для них есть хорошие перспективы, потому что они все держат в руках. Конечно, есть для них. Вот это есть. Как всегда, для кого-то есть там 10% хорошо, остальные обязаны подчиняться по неволе. Короче, я так понимаю, социально там где-то 11 век, там 10-11 век. Да, они же там, если что-то сказал, берут смертную казнь. Это же дикость совсем. Человек, если ему хочет, имеет право выразить свое мнение. Тем более в современном мире. Или как он хочет одеваться. Ты кто такой, чтобы кому-то указывать, как ты должен одеваться, как ты должен кушать, как ты должен молиться или как ты должен ходить. Кто ты такой вообще? Такой же человек все, как и обычный. Разве ты так же не кушаешь, не ходишь в туалет? Ты кто такой вообще кому-то что-то твердить? Вот диктатура самая настоящая, фашизм.
Видите, как они легитимизируют? Типа, я-то никто, но здесь вот есть книжка кое-какая. Я сейчас тебе здесь прочитаю тебе и по-своему протрактую эти слова по-своему. Ребята, почему у Дудаева жена русская была? Он что, русский? Нет, он не русский. Он из Ялхарова, чеченец. А почему не нашел себе чеченку? Человек учился, потом был офицером, жил в Советском То есть Союзе. советская армия геноцид устраивала чеченцев, а он служил в этой армии, да? Да, он пробился. Вы молодец, какой двуличный, да, человек. Не, не сказал бы двуличный. А в Афганистане он там мусульман не был? Сейчас, подождите, Абрек, вот этот вот участник, имей уважение, не есть в чате. Я не ем. Ты в обществе находишься. Спасибо, я не ем. Ну, я его понял. Перестань все. Это не я, это Абрек. Zero. Я понял его, потому что он говорит то, что я много раз на эти вопросы отвечал. Да. Мне сейчас не доставляет трудностей. Только не можете ответить нормально. Почему я могу. На русской бабе, а не женился на чеченке? Этот вопрос... Как того полагают адаты чеченские, да? Чеченские адаты не подозревают вообще про нацизм. Вообще. Ты не знаешь. Я же не говорю, Я тебя сейчас, Русак, я сейчас тебя скину, если ты не перестанешь семечки есть. Мою маму ебал. Короче, иди свою мухосранскую, иди вообще со своими семечками. Сразу надо вот это быдло, сразу надо просто вот с первой фразы вы сразу же определили, что и как. Сразу гоните. Я честно, откровенно сказать, на егошний вопрос грамотно постараюсь ответить. Хорошо, что он не изнасиловал, не там всяким таким плохими вещами не занимался, а женился. Вот это вот, ты правильно, сам ты ответил на свой вопрос. Он женился, а жениться никому никто не запрещал. А на какой он женщине женился, это его право. Он выбрал, он имел на это право. Он человек, он себя считал достойным. Хоть на кого бы он не женился, но он умудрился из такой трудной ситуации выйти офицером, не запачкать свой мундир и защитить, хотя ему предлагали много всяких там паспортов, миллиардов, миллионов. Но человек приехал и увидел все документы, которые были собраны, план на тот момент, как хотели поступить чеченским народом. Пришел, возглавил, жил, хотя у него там уже дома не было, потому что тот же, который в Советский Союз формировался, всех домов уничтожил, раздал по всему Кавказу, все себе там присвоили. Он умудрился, выстоял и до конца прошел, как офицер умер, как воин, как человек достойный. А ты только можешь подняться на стрим и там оскорбить чью-то мать. И больше ты ничего не можешь. А знаете, почему им непонятно, да, вот такого рода вот быдло непонятно, да, вот, что он там женился на русской, что... Потому что вот я повторяюсь, извините, да, повторяюсь по поводу того, что разные ментальности, разные цвета. От того, что чеченец женится на русской или там азербайджанец женится, он не перестанет быть чеченцем, понимаете? А в их понимании немножко ментальность у них другая. Вот я не хочу сейчас вот чересчур там на все это как бы акцентировать, но вы меня поняли. В тех, кто так рассуждает. Кто так рассуждает. Значит, эти люди могут повестись, мужчина может повестись на какие-то уловки или на какие-то там хитросплетения женщины. Наверное, он так понимает.
Значит, такие люди вот в таких понятиях это воспринимают. Они не могут понять, что от того, что там человек женится, он не перестанет быть тем, кем он есть. Это все зависит от воспитания, мировоззрения, скорее всего. Шалом, шалом всем. Я здесь просто долго не находился. Я слышал, что есть стрим такой по поводу демократии, шариата. Что в конце решили, как бы, что такое шариат, что такое демократия? Кто-то может рассказать? Шалом, я извиняюсь, что я так зашел, как бы, да, я поздоровался со всеми. И, если что, меня Лазарь зовут, приятно познакомиться. Вот я вот думаю, я проживаю в демократии, как бы, да, вот я думаю, говорят, что вот шариат это такая тема, что покруче в демократии. Вот я вот сейчас сижу и думаю, кто мне расскажет? Действительно. Две противоположности, да? Мусульманин заходил, Ахмед, и рассказал, что это хороший очень строй, а все, что говорят плохое про него, это сионисты. Есть такие люди, не знаю, вы с ними знакомы, нет? Вот они придумали это все. Решили, что шариат самое важное в нашей жизни, так что ты можешь стоять Я про них слышал, кстати, про сионистов тоже слышал, про них очень многое слышал. И вот интересно, как бы, а может стать сионистом, получается, или что? Всюду они поспевают. Представь себе, Лазик, всюду они поспевают. Да, он новый термин придумал. Ваххабисты-сионисты, он сказал. Да, вы тоже заметили? Да, сионисты-ваххабисты, он говорил, через тире. Да. Короче, сионисты придумали, получается, и шариат, и демократию. Ну, все, чтобы, чем люди сегодня живут, придумали сионисты, получается, правильно? Так, может быть, может, это не Аллах, а сионист вообще говорит даже, о, сионист, вот так вот, восхваляю тебя, сионист. Так должны говорить, получается? Ну, говори, если тебе нравится. Ну, как нравится? Нет, я пытаюсь как бы найти ответ на свой вопрос. Ну, у кого ты пытаешься найти ответ? Ну, таких же людей, как и ты? Нет, причем как и я. Я пришел на найти вопрос. Этот ответ в религиозных текстах. Подожди, товарищ, успокойся. Давай без этого. Ну, голос тебе не нравится, я же не собрался. Да не заикайся ты. Я же не зашел с тобой знакомиться. Успокойся. Нравится тебе, потому что не нравится, это сугубо лично твое дело. Так, Соблюдайте культуру общения, участник. Что с тобой получается? Сейчас получается, когда ты говоришь, что сионисты все придумали, сионисты во все виноваты и так далее, значит, получается, что Всевышний в конце это сионист, имя ему сионист, так получается, да? Ты шизофреник? Я нет. По-моему, да. По-твоему, то, что я шизофреник, как бы, это по-твоему. Говорит, Аллах это сионист. Больной на голову, все, что не произошло на этом планете, больной, получается... реально, ребят. Подожди. Я сионист, я еврей, я живу в Израиле. Остановись. Больной шизик. Все, что получается на этой земле, и все, что происходит на этой земле, в этом участвуют сионисты. Ну, получается, сионист. Ну, может, сионисты. Ты хочешь в множественном числе, хочешь... Ты какое-то умное слово выучил здесь? Я выучил умное слово. Опять же, мне про него рассказали, про это слово. Мне сказали, что есть такой сионист, который во всем виноват и вообще делает все, что происходит на этой земле. Значит, получается, тот же сионист, он и есть тот же Аллах, да, Всевышний. Так получается? Сейчас расскажи мне, что ты довольствуешься логикой, как бы, да, а не тупорылое существо. Давай сейчас теперь доказывай обратно. Да он ушел уже. Он ушел, да? Вы постоянно сионисты сделали то, сионисты сделали это, сионисты сделали это. У вас получается, что Аллах сделал меньше, чем сделали сионисты. Это, кстати, это классный аргумент. Я тебе... Лазик, это классный аргумент. Вот это надо запомнить. Ты понимаешь, как бы, в чем прикол, да? У тебя получается какой-то сионист, короче, да. Все, что есть на этой планете, как бы сионист в этом виноват. Есть еще более страшная мысль, да? Это, то есть, каждый мусульманин это знает, обозначающий себя мусульманином, что ничего в этом мире
не происходит без ведома Аллаха. Кто поспорит с этой фразой, я не знаю. Азик, вот дед свидетель, я у него и спросил в итоге. Я говорю, а кто придумал сионистов, кто их создал? Аллах, получается, как бы. Зачем? Сионисты виноваты в том, что вообще появился Аллах. Вы понимаете вообще тут как бы причину и следственную связь? Сионисты в этом виноваты, что Аллах вообще появился. Тут по-другому никак не работает, как бы, да. Они сами же кричат, что сионисты, вот все, что бы ни сделало, ну, как бы, все, что не происходит на этой планете Земля, как бы, сионисты все это придумали. Сионисты хорошие, ну, как бы, когда им хорошо, им удобно, как бы, это не сионисты сделали, это сделал там пророк Мухаммад и так далее. Но если ты придешь в конце концов, там, плюс-минус, как получается, что все произошло от сионистов. Причем, вероятнее всего, это на самом деле так, потому что Мухаммад, скорее всего, по моим видениям, вот без юмора, он где-то услышал вот эту религию, он где-то послушал, скорее всего, в синагоге там или где-то вот, он где-то послушал мудрецов еврейских, и я так лично считаю, возможно, это неправда, но у меня такое видение, очень много похожего там. Но он не просто послушал мудрецов еврейских, а он рядом проживая, он услышал мудрецов, он не послушал, услышал и понял, что с этого можно как-то сделать, устроить такой маленький свой бизнес, как бы. Вот вроде у них там все так получается, а давай я тоже расскажу, что это пророк какой-то, как бы, и так далее. Но у нас это происходило как бы на уровне народности. Это как бы мы не приходили к пророку, не говорили там, ну, пророку Мухаммаду, мы не рассказывали, послушай, слышь, ты истинный иудаизм, как бы. А вот там сидит араб и догадался, прикинь, догадался такой себе, да. Вот у меня бараны тут бегают, как бы, давайте я расскажу, что есть Всевышний. Об этом мы и говорили, что великолепный маркетолог. Да, а сионизм и иудаизм – это две большие разницы, как бы, да. И сионисты – это… Сионизм появился, это чисто такая политическая тематика, как бы, но она пришла с мыслью, ну, как бы, все равно она привязана к нашей религиозной тематике, как бы, да, то, что вот у нас есть право вернуться на свою землю, это гора Циона, как бы, в Иерусалиме это находится земля. И вот назвали, как бы, это сионизм. Ну, тут рассказывают нам, что мы во всем виноваты, и мы всем владеем и так далее. Скорее всего, мы и есть боги, как бы, да. Они рабы наши. Я так понимаю. Причем отождествляют, то есть не разбираясь вообще ни в чем, евреи, сионисты, иудеи, для них это все одно, не вдаваясь в подробности. Нет, ну что вы... Не. Еврей, сионист, иудей – это одно. Это одно, что вы понимали. Это одно и то же. Немножечко не согласен. Ну ладно. Ну хорошо, аргументируйте, пожалуйста. Ну, я могу быть иудеем, не будучи сионистом. Не можете вы быть иудеем, не будучи сионистом. Если иудеи, проживающие здесь, в Израиле, не могут они быть сионистами, если они проживают в Израиле. Если этот иудей проживает в другой стране, и он отказывается от своего права проживания у себя на земле, как бы, да, и начинает оправдывать весь этот терроризм и так далее, то для меня он манкурт. Манкурт – это просто человек, который отступник своего народа. Вот почему здесь чеченцы открывают такие стримы, как бы, да, у них здесь больше война с манкуртами. Манкурты – это люди, которые, допустим, из-за ислама или там по какой-то другой причине, как бы, отказываются от своей истории, от своей народности и не хотят, как бы, вести такой образ жизни, как им это дали их предки. А тот еврей, который не проживает, если он проживает в Израиле, он не может быть не сионистом. Начнем с этого, да? Нет такого варианта, что он не сионист. Если он проживает в другой стране, там, не знаю, там, в Европе и так далее, и критикует Израиль, и говорит, что он иудей, хорошо, я считаю его манкуртом. Ну, не думаю, что можно все смешивать. Не можно, не ступая, не вернуться к себе домой. Если он вернулся к себе домой, не может быть он не сионизм.
Не может быть. Если он получил паспорт, израильский. Сионизм... Идеологию, извините, идеология, национальность и вероисповедание, нельзя это все смешивать в одном. Абсолютно. Да, сионизм это политическое движение, то есть политическое. Это не факт, что ты именно будешь сионистом. Сионизм – это желание вернуться к себе домой. Точка, ребята. О чем вы говорите? Нет, сионизм давайте это опять же, вы утверждаете, но просто я вот опять, извините, я не имею права советовать. Просто, будучи не евреем и не иудеем, я могу быть сионистом, поверьте. То есть вы немножко разберитесь, да. У вас вот чеченцы, вот, которые сидят здесь, они сионисты тоже. Поэтому, что я говорю, они сионисты, опять же, сионисты, они не за Израиль сионисты, они сионисты, желающие, но опять же, они не должны называть это, они ичкерийцы, скажем так, да, вот как бы они называли там, ну, как не называла бы их где там земля и так далее. Националисты, националисты. Какие националисты? Это так называется. Почему националисты? Что ты несешь? Ну, не важно. Какие сионисты? Мы себя назвали, опять же, это вот Теодор Герцель, он назвал, допустим, в честь горы Циона, чтобы вернуться к себе домой. Ну вот дал такое определение как бы своему желанию, чтобы все евреи собрались обратно у себя дома. Ну, символ такой. Символ, да, все. Идеология. Вы тоже можете быть сионистом, но вы должны понимать, что вы не сионист, допустим. Почему? По той причине, потому что если вы проживаете у себя дома, ну, вы поддерживаете нас, сионистов. Каких сионистов? Людей, желающих вернуться к себе домой. Все. Всем привет. Поэтому вы становитесь сионистом, скажем так. Ну, при этом я ичкериец, скажем так. Да, вот когда вот ребята хотят вернуться к себе домой. Я поддерживаю их идею ичкеризма, как бы, да, скажем так. И это правильно, я не вижу в этом ничего плохого. Они назвали это ичкеризм. Хорошо, я назвал это сионизмом. У меня есть какое-то там определение там, религиозное. Ну, у меня оно определение религиозное, как скажем. У нас нет связи другой, как не исторически, не религиозной, скажем так. И вы знаете, вообще непонятно. Это ваше внутреннее название для себя придуманное. А почему остальные переживают по этому поводу? Так, нас сделали Богом, понимаешь, что стало? Почему нас сделали всемогущими. Нас всемогущими сделали, всемогущими. Я наоборот, как бы, я только рад за это. Хорошо, так все, так я твой Бог, а не Аллах твой Бог, получается. Я же, получается, круче, чем он. Я-то все делаю здесь, я рулю. Для нас это очень позитивный термин, как бы, у нас с этим проблем нету. Смотри, вот, допустим, Гитлер, да, оккупировал Францию. Французы, там какая-то часть сбежала, ну, чтобы не попасть в плен, и расстрелы и так далее. И вот они хотят вернуться на родину, они же тоже, как бы, ну, аналогичной ситуации же, нет? Или как? Франко-сионисты. Смотря в какой резолюции смотреть. То есть, вообще любой народ, который вернуться хочет на свои исконные территории и жить по своим традициям, они как бы вот аналогично сионистам, получается же, нет? Ну, как-то очень далеко, ну, допустим, да. Тут есть отличие. То, что у французов уже существовало государство. Как бы на тот момент. И они лягушки едят. Как бы отличий очень много. Ну, как бы в общем. Стоп. Я прошу прощения. Еще раз. У евреев не было своего государства до этого? Конечно, до 48-го года у евреев не было своего? Конечно, было. Все. Так у нас исторические факты. Да, так у нас возвращение получается. Сионизм – это возвращение. Это не оккупация, это не прийти забрать у кого-то землю, это вернуться к себе домой. И то на ту малую часть своего дома, где он раньше. Раньше этот дом он был намного больше. Все, вот в этом заключается как бы идея сионизма. Чтобы собрать всех евреев и потихонечку вернуть к себе домой. До 1948 года у половины народов не было своего государства. Государство, которое сегодня существует, это довольно модерное государство. Но народы жили на своих землях.
евреев просто выгнали со своих земель, их как бы приходится вернуться. Вот в этом есть отличие. Все, в этом и заключается. Идея сионизма, чтобы евреи все вернулись обратно к себе домой. Я именно что государственности не было как института. Теодор Герцель это же заложил, чтобы хорошо, начнем с того, что вообще не было, нигде не было, как института там 300 лет назад не было вообще никакого института такого, как государство. Были какие-то монархические какие-то системы, как там Англия, там король какой-то там существовал и так далее. Не было тоже государственности, ни у кого не было ее нет. У нас было царство иудейское, у нас было царство израильское, как бы, да. У кого-то было там царство, там это британское, там какие-то цари там везде находились. Империи какие-то были. Не было никакой государственности, как бы, начнем с этого. Это модерный термин, да. Модерный термин, да, все правильно. Половина из тут, кто мы общаемся, уверен, из таких стран, которые как бы, может быть, младше, чем сам Израиль. Половина из стран, которые состоят в ООН, они образовались там в 90-х годах. Или в 60-х, или тоже там после 48-го, или во время 48-го. Вот. До этого эти народы жили на этих землях тоже, но страны и государства у них не было. Вот сегодня возьмете Советский Союз, как бы там все образование, то, что образовался после 90-х годов. Где были такие государства? Как, не знаю, Казахстан, сейчас не будем перечислять далеко. Не важно, о чем-то как государство, если не было. Были какие-то исторические какие-то там народы, которые проживали и должны были проживать на своей территории. И все. А сам термин появился как государственность, как появилась, получается, в последнем столетии, скажем так. Все жили под какими-то империями, да? Империи и так далее. Нет, Израиль проживал, допустим, самостоятельно. Было там Иудейское царство и так далее. По поводу Палестины, если мы возвращаемся к исторические территории, где проживали какие-то народы, как бы, да, и у них были какие-то правители. Все. А тут приходят нам рассказывают, что послушай, слышь, это же не твоя земля, это же его земля, вот так вот. И кто это орет какой-то хрен, который вообще не знает, куда он принадлежит, как бы, да. Что это такое? Палестинцы нигде не упоминаются. Ни в какой книге, ни в каком тексте, никаким арабским лидером, ни в одном месте. Вот никогда. Во всех декларациях, которые были до 48-го года и вообще все это время, все назывались арабами. Ни разу не упоминали палестинцев. Да, я тебе больше скажу. Вот мечеть Аль-Акса, допустим, да, которая находится в Иерусалиме, построен в городе, да, кто построил евреи, иудеи. Мечеть Аль-Акса не упоминается у них ни в Коране, ни в хадисах, нигде не упоминается. Понимаешь, в чем дело? И почему-то она такая священная, так через нее не наводит вот эту всю вот этот ажиотаж, как бы, чтобы ты с нами воевали. Понимаешь, в чем дело? Нету. Это просто мечеть, которая находится как бы там, где, во-первых, там находился наш храм, да, и у них это в Коране, наш храм прописан у них в Коране, а вот мечеть Аль-Акса у них в Коране не прописан, прикинь. Храм прописан. Что за парадокс такой нахрен? У тебя нет ни одного упоминания о мечети Аль-Аксе, но у тебя есть упоминание о храме, там, где сейчас стоит сегодня мечеть Аль-Акса. Это их исламская книга.
Ну, было короткое время, когда люди себя как бы признавали, называли палестинцами, но все эти люди были евреи. Они все открывали компании, были, как сказать, корабли, была вот эта филармония, все есть, палестинская, так и называлось, но они все были евреи. Вот. Да, понятное дело, что они были евреи. Неважно, кто бы здесь не проживал и получил бы какой-то там документ, что здесь проживает, он был палестинцем, да. Потому что территория называлась палестинской. То же самое, как я кавказский, потому что я родился на Кавказе. Но при этом я еврей, как бы, да. Это разговор о другом, как бы. Сегодня они намеренно, и все это понимают, что они врут, как бы, да. И вот они вот несут это вранье, что оказывается, не арабы, они какие-то нахрен палестинцы. Ну, не все понимают, я как бы общаюсь с людьми, есть такие, которые в это, верят, как бы, с глубины души верят. Верят. Ну, тяжело назвать этих людей как бы людьми, умными, скажем так, да. Люди-то они, да, люди, как бы, ноги, руки. Это называется позиция, когда люди держатся какой-то позиции. Тяжело их... Не, извини, это называется тупорылость, как бы. Это называется тупорылость, как человек, который вообще вот просто ноль в истории, как бы, да. Не то, что даже не история. То недалеко уходить в историю, понимаешь, что это вранье, как бы, понимаешь, в чем дело? Это реальность в другом конфликте. Кто говорит? Две стороны, да. Кто говорит, что палестинцы это не арабы? Это они сами говорят так? Не такое, мы такое не говорили. Не, они говорят сейчас такое, что якобы арабы говорят, их называют, обзывают их, даже не называют, они их от себя, получается, отталкивают. Говорят, вы нихуя, говорит, не арабы. Ой, извини, Зеру, у тебя нельзя материться. Они им говорят, ты ни хрена не араб, ты не наш, говорит, ты, говорит, палестинец, пошел ты, говорит, в жопу, говорит. Мы, говорит, все арабы, говорит, мы, говорит, чистая раса, а ты, говорит, палестинец. Пошел нахуй. Это ты говоришь про Эмираты, можешь, и про Саудитов. Я про Эмираты говорю, про всех арабов, получается, Европа тоже к ним так относится. Они отказываются от того, что они арабы. Оказывается, эти палестинцы, они уже больше не арабы, получается, они, оказывается, палестинцы. Арабы разные, видишь, у них между собой тоже, видишь, есть конфликты. Вот. Да. Так есть такой народ вообще, палестинцы? Нет. Народ? Нет, правильно? Если быть честным, сегодня они уже есть, они себя уже, как сказать, сформировали, типа. Очень, как сказать, они себя после 60-х годов плюс-минус как-то сформировали, они же группа, правильно, народа. Они относятся сами к себе уже. То для этого надо построить себе какую-то историю, как бы, да, рассказать, что у них... у них история начинается, с 40-х годов. Тогда началась их история. Самый молодой народ. Короче, их праотец, получается, родился в 48 году, получается, да? Первый палестинец родился. В Египте, наверное, он родился. Кто-то. Короче, у них пророк, получается, родился в 48 году, в 1948 году родился у них пророк, и оттуда пошли все палестинцы. Так получается? Нет, имеется в виду, у них сформировалось народное самосознание. Вот что имеется в виду. Да. Они уже себя с египтянами там не ассоциируют, или откуда они там пришли, например. Да. Типа они в грудь себя бьют. Что как в 46-м году стал иорданцем? Почему сегодня не называют себя палестинцем, допустим? Слушай, это вообще лицемерие, вся история с Иорданией. При этом, как бы, чтобы вы понимали, что они родились, получается, в Палестине. Но территория Палестины была намного больше, чем, как показывают, как Израиль, да, вот, якобы, что вот там сначала было такое, потом стало больше и больше. Вот всю карту Израиля, как показано сегодня же день, но Палестина же выглядела намного больше до 46-го года. Одно из самых больших лицемерий – это Иордания. В Иордании жили палестинцы, да, которые там, часть из них это бедуины, разные направления. И дело в том, что взяли вот эту землю и просто дали какой-то семье, которая находится в Саудии. Они взяли, прилетели туда, наверное, на самолете, получили эти земли, и все. Курашиты это были, это потомки Мухаммада, пророка Мухаммада. Это просто, как сказать, чужая семья, которая не с этих земель. Дали им эту землю, и никому это не мешает. И что получается? А куда они приехали? Где они получили свою независимость? На какой территории? Как эта территория называлась? Иордании. Она называлась... Трансджордан, как они там называли? Нет, сейчас называлась. Палестина. Неважно, до 46-го года, как эта территория называлась? Кусок этой земли, где сейчас сегодня Иордания, как она называлась?
я не знаю, теряюсь немножко в годах, но назывались Палестина называлась. Палестина. Да. Все легко и просто. Палестина. Вот. И британцы дали вот это ашемитской династии, дали эти земли, они взяли, не знаю, на самолете, не на самолете, прилетели и поселились там. Ну, хорошо, да. Они дали кусок Палестины. Да, и палестинцы, которые на той стороне Иордании, как бы они ничего против не имели. Там называлось Трансиордания. Это место называлось. В любом случае. В каком году получила Иордания свою независимость? До 46-го года как называлось? Пропали вы. Звоните. Скинь мне, пожалуйста, флаг Палестины в давай вот просто кину сейчас, 1912 год. Да, как выглядела территория Палестины? Карту. Пусть они сами разбираются там. Легитимность, значит, Израиля, она как бы ООН ее сделала, кроме всего остального. Так что Израиль имеет право там иметь свои территории. А дальнейшее продвижение было вызвано боевыми действиями самих арабов. Сами арабы объединились и напали. И в этом никто не виноват. Они сами только виноваты в этом. Можно так сказать. Были погромы в арабских странах и 400, и 300, и 200, и 100 лет до этого. И чем мы приближались больше, как сказать, к нашему времени, этих погромов происходило больше. Вот. До 48-го, потом после 48-го, в Хевроне, в Цфате, в 1929-м, потом в 1964 или 7-м. Вот. С этого даже есть видео со свидетелями, как сказать, палестинскими на сегодняшний день, которые рассказывают, что они там делали. И всегда этот конфликт поджигали. А вообще вот до вот независимости, так скажем, до того, как Палестина стала независимой, кто контролировал ее территории? Ну, были эти Великобритания. атманы. Была Первая мировая война, там была Отманская империя. После Первой мировой войны ее взяли, да, Британская империя. Вот, они там были примерно, примерно 25 лет. Все, потом они ушли от всех своих земель. Британцы держали вот это, Палестину, типа Израиль, Иорданию, Саудию, все это. А Франция держала там это Ливан, Сирию. Потом они все ушли, закончили со своим империализмом. И эти земли разделили. И тогда уже, появилось государство Израиль. Но до этого, да. Британский мандат, да, это эти отманы. А там, можно идти назад, конечно, считать. Отманы были сколько? Где-то 400 лет, я думаю, там. Вот. Я, конечно, это все понимаю, я просто обозначил, люди тоже вот нас смотрят, что легитимность Израиля это вообще подтверждена Организацией Объединенных Наций. Это не просто так люди туда поехали и заселились. Что половина стран в этой организации на сегодняшний день, они младше Израиля. То есть они создались после Израиля. Сегодняшний. Но опять же, смотря с какой стороны смотреть. Ты какие хочешь страны привести в этот список? Я не знаю сейчас список стран, не знаю, кто там. Пакистан, Бангладеш там, я не знаю. Надо пройтись на список, я не все помню.
не люблю интересоваться этими вещами, там, Ближнего Востока, меня это не особо интересует. Я больше болею за Кубань. Эти движения всякие тут. Кубань в смысле Куба или что? Кубань в смысле сердце кубанского казачества. Что там у них? Я даже не в курсе. Да ничего, просто у нас нету автономии. А вы хотите, чтобы была кубанская какая-то земля? Или как? Кубанское государство? Конечно, хотелось бы, конечно, хотелось бы. Конечно же, в составе России. Вы хотите независимости, да? Нет, независимость нет. Нам не нужна независимость. Какая независимость Кубани? Мы, кубанские, донские казаки, все время были с Россией. А это этнос такой, да? Смотри, если хочешь рассматривать казаков как этнос, это довольно некорректно, потому что мы субэтнос. Черкесов. Как будто бы их можно никуда и не девать. Они до сих пор живут там. Не, ну это же как бы черкесская земля же. Нет? Черкесская земля была там 200 лет назад, 250. Ты сейчас посмотришь. Казаков ну и что? Она не была. Не, подожди, Российская империя перерезала черкесов, выгнала с этой территории. И что теперь, земля не их теперь, что ли? Жизнь. Неправильно. Перерезала, выгнала. Ты так говоришь, как будто это был какой-то геноцид. Мы пришли... Ну да, конечно, был геноцид. 10% населения оставили черкесы. Наше донское казачество пришло туда и переселило их в Отоманскую империю. Почему это произошло? Ты знаешь, что черкесский народ... Геноцид, там был геноцид. Там был признанный геноцид. Всем миром признанный геноцид. Признанный геноцид. Посмотри, кто признал геноцид. Ты знаешь, что Грузия только признала геноцид? Ты говоришь... Вы теперь, подожди, ты теперь отказываешься признавать, что там вы поубивали миллионы черкесов? И выгнали из своих земель? Ты обвиняешь русских или казаков? Ну, раз ты на их стороне, я обвиняю и тебя в том числе. Ты же за их тему топишь. Нет, там нет никакого геноцида. Ты хочешь сказать, хорошо. Ты знаешь, что черкесы были самым работорговцами Кавказа? Да знаешь, подожди, какая разница, что они там делали? Это их территория или не их территория? Это можно сказать, что уже не их. Да, хорошо, вот, ну, значит, вы силой забрали несправедливо чужую территорию и заселились туда, а теперь хотите там автономию в составе той империи, которая их выселила и геноцидила. Это справедливо? Я не знаю геноцид, это не был геноцидом. Подожди, а вот эти вот, как их, а вот чеченцы на своей территории живут? Я не интересуюсь чеченцами, мне они как бы все равно. Я говорю про свою родину, где я родился, где были мои предки. На Кубани. Да, ну, казаков такой нации нету. Я же не говорю, что мы нация, мы субэтнос. Ну, так что вы там претендуете? Это черкесская земля, что вы там будете вверх тормашками будете стоять. Это черкесская земля, которых вы загеноцидили и вы выселили оттуда, с их территории. Это весь мир знает. А то, что ты не признаешь, это твое слово тут вообще не имеет значения. Хорошо, я не признаю, я ни одной страны.
Европейские страны, мировое сообщество признало геноцид Приведи черкесов. мне О чем ты пример, говоришь? приведи пример. Где ты покажи мне, где Зайди статью. в Google и почитай. Давай зайдем спокойно. Покажи Давай. мне ссылку на статью. Давай. Ну сейчас я не смогу сейчас, мне надо будет выключить. Зайди и посмотри там, вот геноцид черкесов, признание там, кто какие страны признали. Даже сейчас мне не интересно даже, признали, не признали. Черкесы там жили, мы это знаем, мы соседи черкесов, там предки, все общались, все знают, где чьи земли. Российская империя пришла, колонизировала весь Кавказ. Черкесов выгнали, там где-то 30% чеченцев тоже переселились в Иорданию, те страны, Сирию и так далее, Турцию. Это все сделала Россия. Часть черкесов осталась, какие-то там в селениях, чеченцы тоже там остались, но потеряли много территорий, передали разным республикам. Вот такая история. Что там, я не знаю, это же общеизвестные факты. Это общеизвестные факты. В интернете никаких признаний нету. В интернете никаких признаний нету. Никто не признал этого. Ладно, сейчас мне недоступен интернет. Просто сейчас доказываю. Ну, от того, что, смотри, там что-то там не говорил, мы-то знаем на Кавказе, что произошло. Это чьи земли, кто где жил, мы четко это знаем. Я же говорю, загеноцидили, треть чеченцев там переселились в Сирию, Турцию и так далее. Черкесы переселились. 70-80% населения поубивали Российская империя, сожгли, несколько раз селение сжигали. Десятки о чем ты говоришь? Это общеизвестные факты. Ты с этим поспорить не сможешь. Это общеизвестные факты. Ты с тем не поспоришь, что тысячи людей были, работорговля процветала черкесов. Они брали и просто деревьями выводили. Сейчас это сейчас, что они там делали, мы этих преступников мы будем судить. Но это не значит, что это не их территория. Это их территория. Ты что, Иисус, что ли, там, освобождать какое-то рабство? Там? У вас что, рабства нет? У вас крепостное рабство? У вас было в России, Россия колонизировала Кавказ. Чеченцев рабства не было, допустим. У черкесов, может, там что-то было, я не знаю. Но это не значит, что надо геноцидить народ, убивать детей, женщин, сжигать их селение и выгонять со своей территории. Это не оправдание. Я хотел это общеизвестный факт. Россия и Российская империя колонизировала Кавказ. Нет. Это общеизвестный факт, что сжигали по нескольку раз деревни, все селения, города. Это все знают. Ты сидишь тут какую-то, я не знаю, неизвестную какую-то чушь несешь. Мухосранство, иди и там говори об этом. Все знают, что вы делали с народами и до сих пор делаете, твари. Он же хочет какую-то автономию. Эти казаки, эти торпеды России, их напередок кидали, это бывшие всякие зэки, мэки, там всякие бомжов собрали, там из них сделали какой-то отряды. Там они, короче, бегали, уничтожали всех кавказцев, там сжигали, уничтожали, насиловали. После этого всего, короче, им там какое-то дали название казачество и так далее, короче. Теперь время прошло, теперь они там ходят, там тельняшки не себе рвут, типа мы какая-то нация, какая-то национальность, там какая-то им территория нужна. Короче, ну твари, вот пусть свой Мухосранский там своим рассказывает свою чепуху эту. Ну это действительно так, и то, что вы сказали, и то, что он сказал. Мне просто интересно, в каком году это было. Что сказал он? Где он правду сказал? Нет, он же не отрицает то, что вы говорите, что они там взяли. Я не увидел конфликта какого-то. Нет, он сказал, что не уничтожали никаких черкесов, там ничего не было такого. Тут да. Он так говорил, да, он говорил там, они пришли по головке, погладили, дали конфетку, черкесы, короче, развернулись и ушли со своей территории, они туда заселились, вот и все, вот так он рассказывает.
Мы же знаем эти вот эти российские имперские вот эти заходят. Что такие казаки? Казаки это торпеды. Если так по сленгу говорить, это торпеды, бомжей всяких, наркотов, всяких алкашей собрали, всякую нечисть собрали, грязь. Дали им шашки, папахи, им нацепили, отправили там убивать и насиловать местное население беззащитное. Потом со временем, когда они уже колонизировали, подавили восстание, в горы всех загнали, всех уничтожали, повыселяли, пожигали. А потом, время прошло, поколение выросли, они теперь тельняшки рвут, мы казаки, мы нация, туда-сюда, мы автономия нам нужна, это наша территория. Вот и все, это обычная, сказка, вот эта вот грязная, мерзкая сказка, имперская, русистская, рашистская, хуже фашистская. Вот свой Мухосранский идет, там свои эти легенды, мифы рассказывают. Ну, а как я оказался в Казахстане, например? Я не знаю, это ты должен знать. Мы здесь на Кавказе знаем, кто где жил, чья территория, где проходит граница. Мы четко это все знаем. Россия пришла, тут все перевернула вверх тормашками, всех перессорила, разделила границы, повыселяла, поубивала. Черт что тут натворила, винегрет устроила тут и не успокаивается до сих пор. Вот сидят тут, казах пришел, тельняшку на себе рвет. Просто это все уже известно, уже съедено, вот это, все заоккупировали, загеноцидили, изнасиловали, что только там не сделали. 400 лет чеченцев гнобят там. И вот до сих пор они не успокаиваются там. Вот свои какие-то вот эти вот, мы там по головке гладили, там какую-то цивилизацию принесли, поубивали генофонд, сожгли всю историю, все книги, все исторические документы, чертовой матери, все стерли в пух и прах. Таких геноцидов в мире никто не делал, как Россия, над чеченцами и черкесами. О чем вы говорите там? Какие-то казаки, тельняшки рвет тут. Иди Мухосранские свои там бомжам, алкашам рассказывай свои истории. Да ладно, а вам зачем вообще автономия нужна? Что не устраивает? Средства распределения или что? Да дебилизм, какая автономия? Дебилизм. Алкашней, наркоманам, торпедам какая-то автономия. Ты дурной? Автономия нужна, прикиньте, потомки колонизаторов, захватчиков, насильников, маньяков, вот эти потомки, нет, чтобы признать зверство своих отцов, прадедов, дедов, признать, извиниться перед кавказскими народами, сидит и тельняшку жует, на себе там. Я там это, я там то, автономия, Дебилизм, полный дебилизм мозга у этих, вот эти казаки какие-то. Откуда казаки? Нет никаких казаков. Наркоманы, алкаши, маньяки, убийцы. Вот это все это потомки казаков. Просто вот эти сейчас там считают себя людьми там, нет, чтобы признать зверство своих отцов. Извиниться, какое-то уважение к вам было бы. А так мы сейчас относимся к вам как к клопам, к мерзкой какая, знаешь, нечисть. Даже трогать и смотреть, обсуждать даже вас неохота. Настолько вы мерзкие. Короче, ясно. Это же общеизвестные факты там, Русскоязычная история, русскоязычный интернет полностью ложь там. Насчет Кавказа там абсолютная ложь. Этот ОРТ, вот эти России каналы, насмотрят этого телевизора.
дебилизм. Они же, вот видите, они же не признают свои вот эти ошибки отцов и так далее. И поэтому продолжается. Они же на Украину напали, завтра на Казахстан нападут. Потом на Балтийские страны там нападут, потом на Финляндию нападут. Они Европу, мир хотят захватить, им мало. Это в путь никуда, они полностью в дерьме. Автономию он хочет. Нет, он никто и звать его никак, и он хочет автономии, представь? Такой дебилизм, но полный вообще, конченый. Абсурд. Ну, видимо, вот где он там находится, их, наверное, много, тоже какое-то самосознание есть, или как, я не понимаю этого. Не просто так же. Да нету никакого там самосознания, просто тельняшки на себе рвут. Их сейчас вон там торпедами кидают туда-сюда, казачьи полки делают там, поощряют на всякие войска, там как пушечное мясо используют, как их прадедов. И все, больше все. Никогда они автономии не получат, ничего не получат. Это расходный материал. Это все, это же знают все прекрасно, и они сами знают это. Просто не хотят признавать, тельняшки рвут просто. Никогда никто ни разу не признает, даже не заикнется какое-то там признание, какой-то как этноса, нации, какой-то там субъектности. Казаков не существует. Это торпеды, и созданные из Российской империи для уничтожения кавказских детей и женщин. Все, это маньяки. Больше там нету там ничего с ними связанного. Просто вот эти остались, от них отпрыски вот эти остались, и все. Вот казак, наверное, поднялся к нам тоже, да? Это казаки, знаешь, вот они должны признать, как и Российская империя, как русский народ, они должны признать, в конце концов, перед колонизированными народами, особенно кавказскими, особенно с чеченцами, черкесами, признать абсолютный беспощадный геноцид, которыми занимается больше 300 лет над этими народами. Этноцид, геноцид, всякие, все АБВГД до буквы Я, геноцид там. Вот когда они это признают, извинятся за своих отцов, прадедов, тогда будем мы каким-то вот что-то с ними говорить. А так говорить с ними не о чем. Это мразь. Пока они признаются, они вот так будут где-то там
мерзком статусе. Но вы же их поднимаете. Да кто их знает? Вот, под никами люди сидят, я откуда знаю, кто такие. Что у них там на душе, кто такие? Кто их знает? Ники. Нет, интересно, конечно, что как национальный вопрос ярко выражен в ТикТоке. Сколько вот сижу, мне кажется, ни в одной социальной сети такого нет. Эти национальные вопросы создала Россия, Российская империя со своими имперскими вот этими аппетитами. Колонизировала тысячи этих народов. Многие народы потерялись вообще, вот исчезли. Исчезли с лица планеты, не остались вообще. Понимаешь? Вот за это вот время имперское полностью исчезли некоторые народы, полностью исчезли. Языки исчезли этих народов. Люди сами исчезли, сами представители народов исчезли. О чем можно там говорить? Конечно, национальные вопросы. Это же Россия тут такой винегрет устроила на половине планеты. Да, это я понимаю, но также и вот Ближний Восток и Дальний Восток то же самое я здесь вижу в ТикТоке. Также они заходят и вот малые народы. Это потому что религию навязали, а в религии написано ненависть к евреям. Вот теперь и подключилась и Палестина туда, вот и все. Это тоже проделки России, чтобы отвести ненависть от себя. То есть Россия не враг, а враг он евреи. Это, короче, показали другого врага, который во всем виноват. Русские не виноваты, виноваты евреи. Это такой у них план, они его осуществили. И это действительно дало результаты. Это просто ясно, как день, это чуть-чуть понаблюдать, и будет понятно. Ясно. Но вот Турция, например, она же вела захватнические войны. Современный турецкий народ в этом повинен как-то? Не знаю, насчет Турции, не знаю. Я знаю, что вот Россия колонизировала мой народ. Вот с этим я вот знаю. Там что Турция, что там занимается, там Палестина, евреи, это мне не интересно. Это их там разборки, у нас своих разборок хватает, но на всех тут энергии не хватит. Да, вот у нас здесь, где я проживаю, у нас тоже здесь есть казаки, и вот они делятся на, скажем так, которые были российские, были про-казахстанские раньше, а сейчас все стали про-казахстанские, потому что никто не хочет как бы боевые действия какие-то осуществлять, я так понимаю, скажем так. Здесь были люди просто на словах патриоты, вот, России. Такие вот дела. А на самом деле в душе они больше казахстанцы, то есть никто не хочет воевать.
Ну, в современном мире уже никто не хочет воевать. Эти потомки как бы тоже они не виноваты в этом, что там отцы, деды их чем занимались. Там, понимаете, надо тогда не надо сидеть и говорить, что не было геноцида. Признайте, что отцы этим занимались. Никто вам ничего не говорит вас, никто сажать в тюрьму не собирается. Вы, потомки в этом не виноваты. Ну хотя бы не говорите, не сидите тут, это наша земля, там, Кубань, Мумань, там, мы там это, мы там то, автономия там. Да, это задевает национальные чувства, я понимаю, конечно. Ну, конечно, они вообще никакого права не имеют, ничего, никаких нет у них, вообще нету никаких прав, вообще. Они нету такой нации, нет ничего, это какая-то просто вот кучка. Когда-то там их послали убивать женщин и детей, вырезать, грязную работу выполнять. А потомки это должны признать, сказать, да, это не наша территория, да, нас обманули, наших дедов обманули или там не обманули. Ну, короче, мы извиняемся вот за все эти дела, все, короче, извините за наших, это ваши территории, геноцид признаем, все, короче, хорошо, короче, все, никаких претензий, ничего же не говорит никто. Но не надо сидеть и пропагандировать, что это не было геноцида и территории черкесам не принадлежит. Он же говорит, черкесам эта территория не принадлежит, они что-то там работорговлей занимались. А вы что, правозащитники, что ли? Ну, ясно. Я думаю, там Хармат, наверное, это стримит, потому что здесь что-то мало народу стало. Ну если стримить, надо туда перейти, выключать. Точно не знаю, я просто предположил. Не, ну давай все равно я выключу. Никого нету. Так, всем спасибо. До скорых встреч.